Артур Конан Дойл «Отравленный пояс». Продолжение приключений профессора Челленджера. Научно-фантастическая аудиокнига. Слушайте полную версию. Представьте, что Земля внезапно оказывается на пороге гибели, а все человечество погружается в таинственный, смертельный сон. В этом захватывающем научно-фантастическом приключении сэра Артура Конан Дойла легендарный профессор Челленджер вступает в отчаянную борьбу с невидимой силой, грозящей стереть жизнь с лица планеты. Глава 1. Размывание границ. Совершенно необходимо, чтобы прямо сейчас, пока эти колоссальные события еще свежи в моей памяти, я записал их со всей той точностью деталей, которую время может стереть. Но даже делая это, я потрясен чудом того факта, что именно наша маленькая группа из «Затерянного мира», профессор Челленджер, профессор Саммерли, лорд Джон Рокстон и я сам, прошла через это удивительное испытание. Когда несколько лет назад я описывал в Daily Gazette наше эпохальное путешествие в Южную Америку, я меньше всего думал, что на мою долю когда-либо упадет обязанность рассказать о еще более странном личном опыте, уникальном во всех человеческих летописях, который должен выделяться в исторических хрониках как великий пик среди окружающих его скромных предгорий. Само событие всегда будет чудесным, но то обстоятельство, что мы вчетвером оказались вместе во время этого необычайного эпизода, произошло самым естественным и, более того, неизбежным образом. Я объясню события, которые привели к этому, так коротко и ясно, как только смогу, хотя прекрасно понимаю, что чем полнее будут детали по такому предмету, тем желаннее они будут для читателя, ибо общественное любопытство было и остается ненасытным. Это случилось в пятницу, 27 августа, дату, навсегда запоминающуюся в истории мира, когда я пришел в редакцию своей газеты и попросил у мистера Маккардла, который все еще возглавлял наш отдел новостей, 3-дневный отпуск. Добрый старый шотландец покачал головой, почесал редеющую бахрому своих рыжеватых пушистых волос и, наконец, облёк свое нежелание в слово. «Я думал, мистер Милоун, что мы могли бы с выгодой использовать вас в эти дни. Я думал, что есть одна история, с которой вы единственный человек, способный справиться так, как надо». «Мне жаль слышать это», — сказал я, пытаясь скрыть свое разочарование. «Конечно, если я нужен, то вопрос закрыт». Но встреча была важной и личной. Если бы меня могли отпустить... Что ж, я не думаю, что это возможно. Это было горько, но мне пришлось сделать как можно более хорошую мину при плохой игре. В конце концов, это была моя собственная вина, ведь к этому времени я должен был знать, что журналист не имеет права строить собственные планы. «Тогда я больше не буду об этом думать», — сказал я с таким дружелюбием, какое только мог изобразить при столь внезапном известии. «Что именно вы хотели, чтобы я сделал?» «Ну, нужно просто взять интервью у этого чертяка в Роттерфилде». «Вы же не имеете в виду профессора Челленджера?» — воскликнул я. «Да, именно его я и имею в виду. На прошлой неделе он гнал молодого Олега Симпсона из «Курьера» целую милю по главной дороге за воротник пальто и залопнувшие штаны. Вы, вероятно, читали об этом в полицейском отчете. Наши ребята с тем же успехом согласились бы взять интервью у сбежавшего аллигатора в зоопарке. Но вы могли бы это сделать, я думаю, как его старый друг. Сказал я с огромным облегчением, это все упрощает. Так уж получилось, что именно для посещения профессора Челленджера в Роттерфилде я и просил отпуск. Дело в том, что сегодня исполняется ровно 3 года со дня нашего главного приключения на плато, и он пригласил всю нашу компанию к себе в дом, чтобы повидаться и отпраздновать это событие. «Великолепно!» — воскликнул Маккардл, потирая руки и сияя сквозь очки. «Тогда вы сможете вытянуть из него его мнение». О любом другом человеке я бы сказал, что все это чушь собачья, но этот парень уже 1 раз доказал свою правоту, и кто знает, возможно, он сделает это снова.
Вытянуть из него что? Спросил я. Что он натворил? Разве вы не видели его письмо о научных возможностях в сегодняшнем номере «Таймс»? Нет. Маккардл нагнулся и поднял номер газеты с пола. «Почитайте-ка это вслух», — сказал он, указывая пальцем на колонку. Я бы с удовольствием послушал это еще раз, потому что сейчас я не уверен, что до конца правильно понял мысль этого человека. Вот письмо, которое я прочитал редактору новостей газет. Научные возможности. Милостивый государь. Я прочитал с забавой, не вполне лишённое некоторых менее комплиментарных эмоций, самодовольное и совершенно глупое письмо Джеймса Уилсона Макфейла, которое недавно появилось в ваших колонках на тему размытия линий Фраунгофера в спектрах как планет, так и неподвижных звезд. Он отмахивается от этого вопроса как от не имеющего никакого значения. Для более широкого ума это вполне может показаться делом огромной возможной важности, настолько великой, что она затрагивает конечное благополучие каждого мужчины, женщины и ребенка на этой планете. Я едва ли могу надеяться, используя научный язык, донести хоть какой-то смысл моей мысли до тех непутевых людей, которые черпают свои идеи из колонок ежедневной газеты. Поэтому я постараюсь снизойти до их ограниченных возможностей и обозначить ситуацию с помощью простой житейской аналогии, которая будет в пределах понимания ваших читателей. Предположим, что небольшая связка соединенных между собой пробок была запущена в вялом течении в путешествие через Атлантический океан. Пробки медленно дрейфуют изо дня в день в одних и тех же условиях вокруг них. Если бы пробки были разумными, мы могли бы представить, что они сочли бы эти условия постоянными и гарантированными. Но мы, с нашими превосходящими знаниями, знаем, что может произойти много вещей, которые удивят эти пробки. Они вполне могут приплыть к кораблю, или к спящему киту, или запутаться в морских водорослях. В любом случае, их путешествие, вероятно, закончилось бы тем, что их выбросило бы на скалистый берег Лабрадора. Но что они могли знать обо всем этом, пока так мягко дрейфовали день за днем в том, что они считали безграничным и однородным океаном? Ваши читатели, возможно, поймут, что Атлантический океан в этой притче означает могучий океан эфира, сквозь который мы дрейфуем, а связка пробок представляет собой маленькую и темную планетарную систему, которой мы принадлежим. Третьесортное Солнце с его сбродом и оборванцами из ничтожных спутников, мы плывем в одних и тех же ежедневных условиях к какому-то неизвестному концу, какой-то убогой катастрофе, которая захлестнет нас у самых дальних пределов космоса, где нас снесет течением через эфирный Ниагарский водопад или разобьет о какой-нибудь немыслимый лабрадор. Я не вижу здесь места для поверхностного и невежественного оптимизма вашего корреспондента, мистера Джеймса Уилсона Макфейла, но вижу много причин, почему мы должны с очень пристальным и заинтересованным вниманием следить за каждым признаком изменений в той космической среде, от которой может зависеть наша собственная конечная судьба. Человек. Из него вышел бы великолепный священник, сказал Маккардл, качая сферической головой. Давайте перейдем к тому, что именно его беспокоит. Общее размытие и смещение линий Фраунгофера в спектре указывает, по моему мнению, на широко распространенное космическое изменение тонкого и необычайного характера. Свет от планеты — это отраженный свет Солнца. Свет от звезды — это самоизлучаемый свет. Но спектры как планет, так и звезд в данном случае претерпели одно и то же изменение. Является ли это тогда изменением на самих этих планетах и звездах? Для меня такая идея немыслима. Какое общее изменение могло одновременно произойти со всеми ними? Является ли это изменением в нашей собственной атмосфере? Это возможно, но в высшей степени невероятно, поскольку мы не видим никаких его признаков вокруг нас, а химический анализ не смог его обнаружить. Какова же тогда третья возможность? Дело может быть в изменении проводящей среды, в том бесконечно тонком эфире, который простирается от звезды к звезде и пронизывает всю Вселенную.
Глубоко в этом океане мы плывем по медленному течению. Не может ли это течение занести нас в поясы эфира, которые являются новыми и обладают свойствами, о которых мы никогда не имели представления? Где-то происходит изменение. Это космическое возмущение спектра доказывает это. Это может быть хорошее изменение. Это может быть плохое изменение. Оно может быть нейтральным. Мы не знаем. Поверхностные наблюдатели могут относиться к этому делу как к какому-то пустяку, которым можно пренебречь, но тот, кто, как и я, обладает более глубоким интеллектом истинного философа, поймет, что возможности Вселенной неисчислимы и что самый мудрый человек — это тот, кто держит себя готовым к неожиданностям. Если взять очевидный пример, кто возьмется утверждать, что таинственная и всеобщая вспышка болезни, зафиксированная в ваших колонках прямо сегодня утром как вспыхнувшая среди коренных народов Суматры, не имеет никакой связи с каким-то космическим изменением, на которое они могут реагировать быстрее, чем более сложные народы Европы? Я высказываю эту идею в том виде, в каком она есть. Утверждать ее на данном этапе так же бесполезно, как и отрицать, но только лишенный воображения тупица слишком глуп, чтобы не понять, что это вполне в пределах научных возможностей. Искренне ваш, Джордж Эдвард Челленджер. Усадьба Байерс, Роттерфилд. «Это прекрасное, стимулирующее письмо», — задумчиво сказал Маккардл, вставляя сигарету в длинную стеклянную трубку, которую он использовал вместо мундштука. «Каково ваше мнение о нем, мистер Милоун?» Мне пришлось признаться в своем полном и унизительном невежестве в данном вопросе. Что, например, такое линия Фраунгофера? Маккардл как раз только что изучал этот предмет с помощью нашего прирученного ученого в редакции. Он взял со своего стола две разноцветные спектральные полоски, которые имели общее сходство с лентами на шляпах какого-нибудь молодого и амбициозного крикетного клуба. Он указал мне на то, что на серии ярких цветов, простирающихся от красного на одном конце, через градации оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго до фиолетового на другом, были определенные черные линии, которые образовывали поперечные перекладины. «Эти темные полосы — линии Фраунгофера», — сказал он. «Цвета — это просто сам свет. Любой свет, если его расщепить с помощью призмы, дает те же самые цвета. Они нам ничего не говорят. Значение имеют именно линии, потому что они меняются в зависимости от того, что именно производит свет. Именно эти линии на прошлой неделе стали размытыми вместо четких, и все астрономы спорят о причине. Вот фотография размытых линий для нашего завтрашнего номера. Публика до сих пор не проявляла к этому делу никакого интереса, но это письмо Челленджеров «Таймс» заставит их проснуться, я думаю. А как же это известие о Суматре? Ну, от размытой линии в спектре до больного туземца на Суматре путь не близкий. И все же этот парень уже однажды показал нам, что знает, о чем говорит. Там, на Суматре, несомненно, свирепствует какая-то странная болезнь, это вне всяких сомнений. А сегодня как раз пришла телеграмма из Сингапура о том, что в проливах Судан вышли из строя маяки, и в результате 2 корабля выбросило на берег. В любом случае, этого вполне достаточно, чтобы вы взяли интервью у Челленджера. Если узнаете что-нибудь определенное, дайте нам колонку к понедельнику. Я выходил из кабинета редактора новостей, размышляя о своем новом задании, когда услышал, что меня зовут из приемной внизу. Это был мальчик-телеграфист с телеграммой, которую переслали с моей квартиры встретями. Сообщение было от того самого человека, которого мы только что обсуждали, и гласило следующее. Милоун, дом 17, Хилл-стрит, с 3. Привези кислород. Челленджер. Привези кислород. Профессор, каким я его помнил, обладал слоновьим чувством юмора, способным на самые неуклюжие и громоздкие ужимки.
Была ли это одна из тех шуток, которые раньше доводили его до безудержного хохота, когда его глаза исчезали, и он весь превращался в разинутый рот и трясущуюся бороду, будучи совершенно равнодушным к серьезности всех окружающих? Я мысленно перебирала эти слова, но не мог найти в них ничего даже отдаленно комичного. Значит, это определенно был краткий приказ, хотя и очень странный. Он был последним человеком в мире, чье осознанное распоряжение я посмел бы нарушить. Возможно, затевался какой-то химический эксперимент, возможно. Что ж, не мое дело размышлять о том, зачем он ему понадобился. Я должен его достать. До поезда на вокзале Виктория оставался почти час. Я взял такси и, узнав адрес из телефонной книги, направился в компанию по снабжению кислородными баллонами на Оксфорд-стрит. Когда я вышел на тротуар у цели своего путешествия, двое молодых людей вышли из дверей заведения, неся железный баллон, который они с некоторым трудом погрузили в ожидающий автомобиль. Пожилой мужчина шел за ними по пятам, ругая их и руководя скрипучим, сардоническим голосом. Он повернулся ко мне. Нельзя было ошибиться в этих суровых чертах лица и клиновидной бородке. Это был мой старый сварливый спутник, профессор Саммерли. «Что?» — воскликнул он. «Только не говорите мне, что вы тоже получили одну из этих нелепых телеграмм с требованием привезти кислород?» Я показал ему бумагу. «Ну надо же! Я тоже получил такую, как видите, очень неохотно, но выполнил ее. Наш добрый друг невыносим, как никогда. Потребность в кислороде не могла быть настолько неотложной, чтобы он бросал обычные способы доставки и посягал на время тех, кто на самом деле занят гораздо больше, чем он сам. Почему он не мог заказать его напрямую? Я мог лишь предположить, что он, вероятно, хотел получить его немедленно. Или думал, что хочет, а это совсем другое дело. Но теперь вам излишне покупать его, так как у меня есть этот значительный запас. И все же, по какой-то причине он, похоже, хочет, чтобы я тоже привез кислород. Будет безопаснее сделать именно то, что он мне велел. В соответствии с этим, несмотря на многочисленные ворчания и возражения со стороны Саммерли, я заказал дополнительный баллон, который был помещен вместе с другим в его автомобиль, так как он предложил подвезти меня до вокзала Виктория. Я отошел, чтобы расплатиться со своим таксистом, который вел себя очень сварливо и ругался из-за платы за проезд. Когда я вернулся к профессору Саммерли, тот вел яростную перепалку с мужчинами, которые вынесли кислород, а его маленькая белая козлиная бородка дергалась от негодования. Один из парней, помнится, назвал его «глупым старым облезлым какаду», что так разозлило шофера профессора, что он выскочил со своего места, чтобы заступиться за оскорбленного хозяина, и нам стоило больших усилий предотвратить драку прямо на улице. Эти мелочи могут показаться пустяковыми для рассказа, и в то время прошли как обычные происшествия. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу их связь со всей историей, которую мне предстоит раскрыть. Шофер, как мне показалось, был либо новичком, либо потерял самообладание в этой суматохе, потому что по дороге к вокзалу он вел машину ужасно. Дважды мы едва не столкнулись с другими, столь же хаотично двигавшимися машинами, и я помню, как заметил Саммерли, что уровень вождения в Лондоне очень сильно упал. Один раз мы задели самый край большой толпы, которая наблюдала за дракой на углу Мэлла. Люди, бывшие в сильном возбуждении, подняли гневные крики из-за неумелого вождения, а один парень вскочил на подножку и замахнулся палкой над нашими головами. Я столкнул его, но мы были рады, когда выбрались из толпы и благополучно выехали из парка. Эти маленькие события, шедшие одно за другим, изрядно потрепали мне нервы, и по раздраженному поведению моего спутника я видел, что его собственное терпение было на исходе. Но наше хорошее настроение восстановилось, когда мы увидели лорда Джона Рокстона, ожидавшего нас на платформе. Его высокая худая фигура была одета в желтый твидовый охотничий костюм.
Его волевое лицо с теми незабываемыми глазами, такими свирепыми и в то же время полными юмора, вспыхнуло от радости при виде нас. Его рыжеватые волосы были тронуты сединой, а морщины на лбу были прорезаны чуть глубже резцом времени, но во всем остальном он оставался тем самым лордом Джоном, который был нашим верным товарищем в прошлом. «Привет, господин профессор!» «Привет, молодой человек!» — крикнул он, направляясь к нам. Он так расхохотался от коммерческого удивления, когда увидел кислородные баллоны на тележке носильщика позади нас. «Так вы тоже их достали!» — воскликнул он. «Мой баллон уже в багажном вагоне». «Что вообще задумал наш старый милейший друг?» «Вы видели его письмо в «Таймс»?» — спросил я. «А что там было?» «Чепуха и вздор», — резко бросил Саммерли. «Ну, если я не ошибаюсь, именно оно и стоит за всей этой историей с кислородом», — сказал я. «Чепуха и вздор», — снова крикнул Саммерли совершенно излишней яростью. Мы все устроились в купе первого класса для курящих, и он уже раскурил свою короткую, обугленную старую бриаровую трубку, которая, казалось, опаляла кончик его длинного, агрессивного носа. «Наш друг Челленджер — умный человек», — сказал он с большим нажимом. «Никто не может этого отрицать. Только дурак станет это отрицать. Посмотрите на его шляпу. Внутри нее мозг весом 60 унций, огромный двигатель, работающий плавно и выдающий чистую работу. Покажите мне машинное отделение, и я скажу вам размер двигателя». Но он прирожденный шарлатан, вы сами слышали, как я говорил ему это в лицо, прирожденный шарлатан с какой-то театральной повадкой прыгать в самый центр внимания. Сейчас наступило затишье, вот друг Челленджер и видит шанс заставить публику говорить о себе. Вы же не воображаете, что он серьезно верит во всю эту чушь об изменении эфира и об опасности для человечества? Слыхано ли было когда-нибудь в жизни подобное курам на смех измышления? Он сидел, как старый белый ворон, каркая и сотрясаясь от сардонического смеха. Волна гнева прошла через меня, пока я слушал Саммерли. Было позорно, что он так говорит о лидере, который был источником всей нашей славы и подарил нам такой опыт, какого не испытывал ни один человек. Я уже открыл рот, чтобы высказать горячее возражение, когда лорд Джон опередил меня. «У вас уже была однажды стычка со стариком Челленджером», — сурово сказал он, «и вы были нокаутированы меньше, чем за 10 секунд. Мне кажется, профессор Саммерли, он не вашего класса, и лучшее, что вы можете сделать, это держаться от него подальше и оставить его в покое». «Кроме того», — сказал я, — «он был хорошим товарищем для каждого из нас. Какими бы ни были его недостатки, он прям как линия, и я не верю, что он когда-либо говорит плохо о своих товарищах за их спинами». «Хорошо сказано, молодой человек, мой мальчик», — сказал лорд Джон Рокстон. Затем с доброй улыбкой он хлопнул профессора Саммерли по плечу. «Ну же, господин профессор, мы не собираемся ссориться на закате дня. Мы слишком много видели вместе. Но не заступайте за черту, когда окажетесь рядом с Челленджером, потому что у этого молодого человека и у меня есть некоторая слабость к нашему милому старику». Но Саммерли не был настроен на компромисс. Его лицо исказилось в жестком неодобрении, а из трубки повалили густые клубы сердитого дыма. «Что касается вас, лорд Джон Рокстон», — проскрипел он, «ваше мнение по вопросам науки имеет в моих глазах ровно такую же ценность, какую мои взгляды на новый тип охотничьего ружья имели бы в ваших. У меня есть собственное суждение, сэр, и я использую его по-своему. Если оно однажды ввело меня в заблуждение, разве это повод принимать без критики все, что этому человеку заблагорассудится выдвинуть, как бы надуманно это не было? Неужели у нас появится Папа Римский от науки, с непогрешимыми указами, изрекаемыми с кафедры и принимаемыми без вопросов бедной смиренной публикой?
Я говорю вам, сэр, что у меня есть собственный мозг, и я чувствовал бы себя подхалимом и рабом, если бы не использовал его. Если вам угодно верить в эту галиматью об эфире и линиях Фраунгофера в спектре, сделайте милость, верьте, но не просите того, кто старше и мудрее вас, разделять ваше безумие. Разве не очевидно, что если бы эфир был поражен в той степени, о которой он заявляет, и если бы он был вреден для человеческого здоровья, результат этого уже проявился бы на нас самих? Здесь он громко рассмеялся, торжествуя над собственным аргументом. Да, сэр, мы бы уже были очень далеки от своего нормального состояния, и вместо того, чтобы спокойно сидеть и обсуждать научные проблемы в поезде, мы бы демонстрировали явные симптомы яда, который действует внутри нас. Где мы видим хоть какие-то признаки этого ядовитого космического возмущения? Ответьте мне на это, сэр. Ответьте мне на это. Ну же, без уклонений. Я требую ответа. Я чувствовал все большее и большее раздражение. В поведении Саммерли было что-то очень вызывающее и агрессивное. Я думаю, что если бы вы знали больше о фактах, вы были бы менее категоричны в своем мнении, сказал я. Саммерли вынул трубку изо рта и уставился на меня ледяным взглядом. Позвольте узнать, сэр, что вы имеете в виду под этим довольно дерзким замечанием. Я имею в виду, что когда я уходил из редакции, редактор новостей сказал мне, что пришла телеграмма, подтверждающая повальную болезнь коренных жителей Суматры и добавляющая, что в Зонском проливе не зажглись маяки. Право слово, должны же быть какие-то пределы человеческой глупости. Воскликнул Саммерли в настоящем бешенстве. Неужели вы не понимаете, что эфир, если мы на мгновение примем нелепое предположение Челленджера, является универсальным веществом, которое одинаково здесь и на другом конце света? Неужели вы хоть на секунду допускаете, что существует английский эфир и суматранский эфир? Возможно, вы воображаете, что эфир Кента в чем-то превосходит эфир Сурея, через который этот поезд сейчас нас несет. Действительно, нет предела легковерию и невежеству обычного обывателя. Мыслимо ли, чтобы эфир на Суматре был настолько смертоносным, что вызвал полную потерю чувств в то самое время, когда здешний эфир не оказал на нас вообще никакого заметного влияния? Лично я могу искренне сказать, что никогда в жизни не чувствовал себя сильнее телом и более уравновешенным умом. Возможно, и так. «Я не претендую на звание ученого», — сказал я, хотя где-то слышал, что наука одного поколения обычно оказывается заблуждением следующего. Но не нужно много здравого смысла, чтобы понять, поскольку мы, похоже, так мало знаем об эфире, он вполне может подвергаться влиянию каких-то местных условий в различных частях света и может проявить эффект там, который у нас разовьется лишь позже. С помощью слов «может» и «вероятно» можно доказать все, что угодно, яростно крикнул Саммерли. Свиньи тоже могут летать. Да, сэр, свиньи могут летать, но они этого не делают. С вами даже спорить не надо. Челленджер забил вам голову своей чепухой, и вы оба не способны рассуждать. С тем же успехом я мог бы излагать свои аргументы этим диванным подушкам в вагоне. Я должен сказать, профессор Саммерли, что ваши манеры, похоже, ничуть не улучшились с тех пор, как я последний раз имел удовольствие встречаться с вами, сурово произнес лорд Джон. Вы, лорденыши, не привыкли слышать правду, ответил Саммерли с горькой усмешкой. Это действует как своего рода шок, не правда ли, когда кто-то заставляет вас понять, что ваш титул тем не менее оставляет вас весьма невежественным человеком? «Честное слово, сэр», — сказал лорд Джон, став очень суровым и натянутым, как струна, «будь вы помоложе, вы бы не посмели говорить со мной в столь оскорбительной манере». Саммерли выставил вперед подбородок со своей маленькой трясущейся козлиной бородкой. «Я хочу, чтобы вы знали, сэр, что, молодой я или старый, в моей жизни никогда не было момента, когда бы я побоялся высказать свое мнение невежественному фату.
Да, сэр, невежественному фату, даже если бы у вас было столько титулов, сколько рабы могли бы изобрести, а дураки — принять. На мгновение глаза лорда Джона вспыхнули, но затем, с огромным усилием, он переборол свой гнев, откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди, с горькой улыбкой на лице. Для меня все это было ужасно и прискорбно. Волна воспоминаний о прошлом захлестнула меня. Наше доброе товарищество, счастливые, полные приключений дни, все то, ради чего мы страдали, работали и чего достигли. И чтобы все это дошло до такого, до оскорблений и брани. Внезапно я разрыдался, зарыдал громко, чего невозможно было скрыть. Мои спутники с удивлением посмотрели на меня. Я закрыл лицо руками. «Все в порядке», — сказал я. Просто это такая жалость». «Ты болен, молодой человек, вот в чем твоя беда», — сказал лорд Джон. «Я с самого начала подумал, что ты какой-то странный». «Ваши привычки, сэр, не справились за эти 3 года», — сказал Саммерли, качая головой. «Я также не преминул заметить ваше странное поведение в самый момент нашей встречи. Не тратьте свое сочувствие, лорд Джон. Эти слезы чисто алкогольные. Этот человек пил. Между прочим, лорд Джон, я только что назвал вас фатом, что было, пожалуй, излишне сурово. Но это слово напоминает мне об одном маленьком таланте, пустяковом, но забавном, которым я когда-то владел. Вы знаете меня как сурового человека науки. Можете ли вы поверить, что когда-то я пользовался заслуженной репутацией в нескольких детских комнатах как подражатель скотному двору? Возможно, я смогу помочь вам приятно провести время. Позабавит ли вас, если вы услышите, как я кукарекаю петухом? «Нет, сэр», — ответил лорд Джон, который все еще был сильно обижен, — «это меня не позабавит». Мое подражание квахтанию курицы, которая только что снесла яйцо, также считалось довольно выше среднего уровня. Могу ли я осмелиться? Нет, сэр, нет, конечно же нет. Но, несмотря на этот настоятельный запрет, профессор Саммерли отложил свою трубку и до конца нашего путешествия развлекал, или не смог развлечь, нас чередой птичьих и звериных криков. Это казалось настолько абсурдным, что мои слезы внезапно сменились удержать невозможным, громовым хохотом. Этот смех, должно быть, стал совершенно истерическим, пока я сидел напротив этого важного профессора и видел его, или, скорее, слышал его в роли неистовствующего петуха или щенка, которому наступили на хвост. Один раз лорд Джон передал мне свою газету, на полях которой он написал карандашом «Бедняга». Сумасшедший, как шляпник. Без сомнения, это было очень эксцентрично, и все же это представление показалось мне необычайно умным и забавным. Пока все это происходило, лорд Джон наклонился вперед и рассказал мне какую-то нескончаемую историю про буйвола и индийского раджу, которая, как мне показалось, не имела ни начала, ни конца. Профессор Саммерли как раз начал щебетать канарейкой, а лорд Джон подошел к кульминации своей истории, когда поезд остановился на станции Джарвис-Брук, которая была указана нам как станция для Роттерфилда. И там нас встретил Челленджер. Его появление было великолепным. Ни один индюк в мире не мог бы сравниться с той медленной, высоко ступающей гордостью, с которой он шествовал по своей железнодорожной станции, и с той благостной улыбкой снисходительного поощрения, с которой он взирал на всех вокруг. Если он в чем-то и изменился со старых времен, так это в том, что его характерные черты стали еще более подчеркнутыми. Огромная голова и широкий разлет лба с прилипшей прядью черных волос казались еще больше, чем прежде. Его черная борода не спадала вперед еще более впечатляющим каскадом, а его ясные серые глаза с дерзкими и сардоническими веками были еще более властными, чем в прошлые годы. Он обменялся со мной забавным рукопожатием и одарил многозначительной улыбкой, какую директор школы адресует маленькому мальчику.
Поприветствовав остальных и помог собрать их сумки и баллоны с кислородом, он усадил нас и уложил вещи в большой автомобиль, которым управлял все тот же невозмутимый Остин, человек немногих слов, которого я видел в роли дворецкого во время моего первого памятного визита к профессору. Наш путь вел вверх по извилистому холму через красивую местность. Я сидел впереди с шофером, но позади меня 3 моих товарища, как мне казалось, говорили все одновременно. Лорд Джон, насколько я мог расслышать, все еще боролся со своей историей про буйвола, в то время как я снова услышал, как в старые добрые времена, глубокий рокот Челленджера и настойчивые интонации Саммерли, когда их умы сцепились в высоком и яростном научном споре. Внезапно Остин повернул свое кирпичного цвета лицо ко мне, не сводя глаз с рулевого колеса. «Меня уволили», — сказал он. «Боже мой!» — воскликнул я. Все казалось странным сегодня. Все говорили причудливые, неожиданные вещи. Это было похоже на сон. Это уже в 47-й раз, задумчиво добавил Остин. «И когда вы уходите?» — спросил я за неимением лучшего замечания. «Я не ухожу», — ответил Остин. Разговор, казалось, на этом закончился, но вскоре он вернулся к нему. «Если бы я ушел, кто бы за ним присматривал?» Он мотнул головой в сторону своего хозяина. «Кого бы он нашел себе в услужение?» «Кого-нибудь другого», — уныло предположил я. «Как бы не так. Никто не остался бы и на неделю. Если бы я ушел, этот дом остановился бы, как часы с лопнувшей пружиной. Я говорю это вам, потому что вы его друг и должны знать. Если бы я поймал его на слове, но нет, у меня не хватит духу. Он и хозяйка остались бы как 2 младенцев, брошенных в узле. Я для него просто все. А он берет и заявляет об увольнении. А почему никто не остался бы?» — спросил я. «Ну, они не стали бы делать скидку на его характер, как это делаю я. Мой хозяин — очень умный человек, настолько умный, что иногда он становится совершенно чокнутым. Я видел его полностью съехавшим с глузду, и тут уж без ошибок. Вот посмотрите, что он натворил сегодня утром». «И что же он сделал?» Остин наклонился ко мне. «Он укусил экономку», — произнес он хриплым шепотом. «Укусил ее?» «Да, сэр. Укусил ее за ногу. Я своими собственными глазами видел, как она бежала марафонскую дистанцию прямо от дверей прихожей. Боже правый. Вот и вы бы так сказали, сэр, если бы могли увидеть некоторые из здешних проделок. Он не заводит дружбы с соседями. Некоторые из них думают, что когда он был там, среди тех монстров, о которых вы писали, для хозяина это было просто как дом, милый дом, и он никогда не находился в более подходящей компании. Так они говорят. Но я служу ему 10 лет и люблю его. Заметьте себе, он великий человек, когда все сказано и сделано, и служить ему — это честь. Но иногда он испытывает мое терпение самым жестоким образом. Вот посмотрите на это, сэр. Это ведь не то, что можно назвать старомодным гостеприимством, не так ли? Просто прочитайте это сами. Автомобиль на самой низкой передаче пробивал себе путь вверх по крутому, извилистому подъему. На углу из-за аккуратно подстриженной изгороди выглядывала вывеска. Как и сказал Остин, прочитать ее было несложно, так как слов было немного, и они бросались в глаза. Предупреждение. Посетители, пресса и просители не приветствуются. Джордж Эдвард Челленджер. «Да уж, это не то, что можно назвать радушным приемом», — сказал Остин, качая сферической головой и поглядывая на этот плачевный плакат. На рождественской открытке такое смотрелось бы неважно. «Прошу прощения, сэр, ведь я не говорил так много уже много долгих лет, но сегодня мои чувства, похоже, взяли надо мной верх.
Он может увольнять меня, пока у него лицо не посинеет, но я никуда не уйду, и это точка. Я его человек, а он мой хозяин, и так оно и будет, я полагаю, до самого конца этой главы. Мы проехали между белыми столбами ворот и поднялись по извилистой подъездной дорожке, обсаженной кустами рододендронов. Впереди стоял низкий кирпичный дом, отделанный белым деревом, очень уютный и хорошенький. Миссис Челленджер, маленькая, изящная, улыбающаяся фигура, стояла в открытых дверях, чтобы поприветствовать нас. «Ну, дорогая моя», — сказал Челленджер, шумно выбираясь из машины, — «вот и наши посетители. Для нас это что-то новенькое, принимать гостей, не так ли? Между нами и нашими соседями особой любви не наблюдается, верно? Если бы они могли подсыпать крысиного яду в фургон нашего булочника, я думаю, он бы там уже оказался. Это ужасно, просто ужасно», — воскликнула дама, балансируя между смехом и слезами. «Джордж вечно со всеми ссорится. У нас нет ни одного друга во всей округе. Это позволяет мне сосредоточить все свое внимание на моей несравненной жене», — сказал Челленджер, обнимая ее за талию своей короткой толстой рукой. «Представьте себе гориллу и газель, и вы получите эту парочку. Ну же, эти джентльмены устали с дороги, и обед уже должен быть готов». Сара вернулась. Дама печально покачала головой, а профессор громко расхохотался и погладил бороду в своей властной манере. «Остин», — крикнул он, — «когда поставишь машину, будь добр, помоги своей хозяйке накрыть на стол. А теперь, джентльмены, пожалуйста, пройдите в мой кабинет, потому что есть одна или две очень срочные вещи, которые я крайне хочу вам сказать». Глава 2. Прилив смерти. Когда мы проходили по холлу, зазвонил телефон, и мы поневоле стали слушателями той части диалога, которую вел профессор Челленджер. Я говорю «мы», но любой человек в радиусе 100 ярдов неизбежно услышал бы этот громоподобный, чудовищный голос, разносившийся по всему дому. Его ответы врезались мне в память. «Да, конечно. Это я. Да, разумеется, профессор Челленджер, тот самый знаменитый профессор. Кто же еще? Конечно, каждое слово, правда, иначе я бы этого не написал. Я не удивлен. Все указывает именно на это. Через день или около того, самое большее. Ну, тут я ничего не могу поделать, верно? Очень неприятно, спору нет, но я полагаю, что это затронет куда более важных людей, чем вы. Нечего об этом ныть. Нет, я никак не могу. Вам придется рискнуть. Довольно, сударь. Чепуха. У меня есть дела поважнее, чем выслушивать подобную болтовню. Он с грохотом повесил трубку и повел нас наверх, в большую, полную воздуха комнату, служившую ему кабинетом. На огромном столе из красного дерева лежали 7 или 8 нераспечатанных телеграмм. «Право слово», — сказал он, собирая их, — «я начинаю думать, что сберег бы деньги моих корреспондентов, если бы завел телеграфный адрес. Пожалуй, Ной, Роттерфилд было бы самым подходящим». Как обычно, когда он отпускал какую-нибудь малопонятную шутку, профессор прислонился к столу и взревел в припадке смеха. Его руки так тряслись, что он едва мог открыть конверты. Ной. Тяжело дышал он, с лицом красным, как свекла, в то время как лорд Джон и я сочувственно улыбались, а Саммерли, словно страдающий диспепсией козел, желчно покачивал головой в знак несогласия. Наконец Челленджер, все еще бурча и фыркая, начал вскрывать телеграммы. Мы втроем встали у эркерного окна и принялись любоваться великолепным видом. На это определенно стоило взглянуть. Дорога с ее плавными изгибами действительно привела нас на значительную высоту, 700 футов, как мы выяснили позже.
Дом Челленджера стоял на самом краю холма, и из его южного окна, где как раз находился кабинет, открывался вид на бескрайние просторы Уилда, уходящие туда, где пологие склоны Саут-Даунс образовывали волнистую линию горизонта. В расщелине холмов дымка обозначало расположение Льюиса. Прямо у наших ног раскинулась холмистая равнина, поросшая вереском, с длинными, ярко-зелеными полями для гольфа Кроубера, усыпанными игроками. Чуть южнее, сквозь просеку в лесу, виднелся участок главной железнодорожной линии от Лондона до Брайтона. На самом переднем плане, прямо у нас под носом, находился небольшой огороженный двор, где стоял автомобиль, доставивший нас со станции. Восклицание Челленджера заставило нас обернуться. Он прочитал телеграммы и аккуратно сложил их в стопку на столе. Его широкое, грубое лицо, или та его часть, что была видна из-под густой бороды, все еще сильно покраснела, и он, казалось, находился под влиянием сильного волнения. «Ну что же, господа», — произнес он голосом, каким обычно обращаются к публичному собранию, «это действительно интересная встреча, и происходит она при чрезвычайных, я бы даже сказал, беспрецедентных обстоятельствах. Позвольте спросить, заметили ли вы что-нибудь во время вашего путешествия из города?» «Единственное, что я заметил», — сказал Саммерли с кислой улыбкой, «это то, что наш молодой друг за прошедшие годы ничуть не улучшил свои манеры. С сожалением должен заявить, что мне пришлось всерьез выразить недовольство его поведением в поезде, и я был бы неискренен, если бы не сказал, что это оставило самое неприятное впечатление в моей душе». «Ну, полно вам, все мы иногда становимся немного занудными», — отозвался лорд Джон. Парень не хотел ничего дурного. В конце концов, он игрок международного класса, так что, если ему требуется полчаса, чтобы описать футбольный матч, у него на это больше прав, чем у большинства людей. Полчаса на описание матча? Возмущенно воскликнул я. Да ведь это вы полчаса рассказывали какую-то занудную историю про буйвола. Профессор Саммерли будет моим свидетелем. Я едва ли могу судить, кто из вас двоих был более невыносимо скучен, отрезал Саммерли. Заявляю вам, Челленджер, что я больше не желаю слышать ни о футболе, ни о буйволах до конца своих дней. Я сегодня ни единого слова не сказал о футболе. Запротестовал я. Лорд Джон пронзительно свистнул, а Саммерли печально покачал головой. «И это еще так рано, в самом начале дня», — произнес он. «Это поистине прискорбно». В то время как я сидел там в печальном, но глубоком молчании. «В молчании!» — воскликнул лорд Джон. «Да вы всю дорогу разыгрывали целое представление с пародиями, как в мюзик-холле. Вы были похожи скорее на заклинивший граммофон, чем на человека». Саммерли выпрямился в знак горького протеста. «Вам угодно быть остроумным, лорд Джон», — сказал он с кислым выражением лица. «Да черт возьми, это же чистое безумие!» — воскликнул лорд Джон. «Каждый из нас, похоже, знает, что делали другие, и никто не помнит, что делал сам. Давайте соберем все воедино с самого начала. Мы сели в купе первого класса для курящих, это ведь очевидно, верно?» Затем мы начали спорить из-за письма нашего друга Челленджера в газете «Таймс». «А, вот как, вы спорили?» Пророкотал наш хозяин, и его веки начали тяжело опускаться. «Вы сказали, Саммерли, что в его утверждениях нет ни капли правды». «Батюшки мои», — произнес Челленджер, выпячивая грудь и поглаживая бороду. «Ни капли правды». Кажется, я уже слышал эти слова ранее. И могу ли я спросить, какими же аргументами великий и знаменитый профессор Саммерли вознамерился сокрушить ничтожную личность, которая осмелилась высказать мнение по вопросу научной возможности? Возможно, прежде чем полностью истребить это несчастное ничтожество, он снизойдет до того, чтобы привести хоть какие-то основания для своих противоположных взглядов?
Говоря это, он кланялся, пожимал плечами и разводил руками, демонстрируя свое изысканное и слоновий сарказм. Основание было достаточно простым, упрямо ответил Саммерли. Я утверждал, что если эфир, окружающий Землю, настолько токсичен в одной ее части, что вызывает опасные симптомы, то вряд ли мы трое в железнодорожном вагоне остались бы совершенно не затронуты этим. Это объяснение вызвало у Челленджера лишь бурный, неудержимый восторг. Он хохотал до тех пор, пока все в комнате, казалось, не зазвенело и не затряслось. Наш почтенный Саммерли уже не в первый раз оказывается несколько оторван от реальных фактов, произнес он наконец, вытирая свой разгоряченный лоб. Что ж, господа, я не смогу лучше пояснить свою мысль, чем подробно рассказав вам о том, что я сам делал этим утром. Вам будет гораздо легче простить любое ментальное помутнение у самих себя, когда вы поймете, что даже у меня бывали моменты, когда мое душевное равновесие нарушалось. Уже несколько лет в этом доме у нас служит экономка, некая Сара, чьей фамилией я никогда не пытался обременять свою память. Эта женщина сурового и неприступного вида, чопорная и скромная в своем поведении, очень бесстрастная по своей природе, и за все время нашего знакомства она никогда не проявляла признаков каких-либо эмоций. Когда я сидел один за завтраком, миссис Челленджер имеет обыкновение оставаться в своей комнате по утрам. Мне вдруг пришло в голову, что было бы весьма забавно и поучительно проверить, смогу ли я найти пределы невозмутимости этой женщины. Я придумал простой, но эффективный эксперимент. Опрокинув небольшую вазу с цветами, стоявшую в центре скатерти, я позвонил в колокольчик и залез под стол. Она вошла и, увидев, что комната пуста, решила, что я ушел в кабинет. Как я и ожидал, она подошла и наклонилась над столом, чтобы поправить вазу. Перед моим взором предстали хлопчатобумажный чулок и ботинок на резинке. Высунув голову, я вонзил зубы в икру ее ноги. Эксперимент увенчался успехом сверх всяких ожиданий. На несколько мгновений она застыла как вкопанная, уставившись сверху вниз на мою голову. Затем с пронзительным криком она вырвалась и бросилась вон из комнаты. Я побежал за ней, намереваясь все объяснить, но она промчалась по подъездной дорожке, и через несколько минут я смог разглядеть ее в полевой бинокль. Она очень быстро двигалась в юго-западном направлении. Я рассказываю вам этот курьезный случай таким, какой он есть. Я закладываю его в ваш мозг и жду, когда он принесет плоды. Проясняет ли это ситуацию? Навело ли это вас на какие-то мысли? Что вы думаете об этом, лорд Джон? Лорд Джон мрачно покачал головой. Вы когда-нибудь попадете в серьезную беду, если не нажмете на тормоза, сказал он. Возможно, у вас есть какое-то замечание, Саммерли. Вам следует немедленно бросить всякую работу, Челленджер, и уехать на 3 месяца на немецкий курорт с минеральными водами, ответил тот. Возможно, у вас есть какое-то замечание, Саммерли. Вам следует немедленно бросить всякую работу, Челленджер, и уехать на 3 месяца на немецкий курорт с минеральными водами, ответил тот. Глубокомысленно. Необычайно глубокомысленно. Воскликнул Челленджер. Ну а теперь, мой молодой друг, возможно ли, что мудрость снизойдет от вас, раз уж ваши старшие коллеги потерпели столь явную неудачу? И она снизошла. Я говорю это со всей скромностью, но это действительно было так. Конечно, сейчас все это кажется совершенно очевидным для вас, знающих, что произошло дальше, но тогда, когда все было в новинку, ситуация не выглядела столь ясной. Но вдруг меня озарило с полной силой абсолютной убежденности. «Яд!» — вскричал я. И в то же мгновение, едва я произнес это слово, мой разум пронесся обратно через все события этого утра. Начиная от лорда Джона с его буйволом, через мои собственные истерические слезы и возмутительное поведение профессора Саммерли, вплоть до странных происшествий в Лондоне, потасовки в парке, безумной езды шофера и ссоры на складе кислорода.
все внезапно встало на свои места. «Конечно!» Снова воскликнул я. «Это яд. Мы все отравлены». «Именно так», — сказал Челленджер, потирая руки. «Мы все отравлены. Наша планета вошла в ядовитый пояс эфира и теперь несется вглубь него со скоростью в несколько миллионов миль в минуту. Наш молодой друг одним единственным словом выразил причину всех наших бед и замешательств — яд». Мы в изумлении и молчании посмотрели друг на друга. Никакие слова не казались подходящими для такой ситуации. Существует ментальное торможение, с помощью которого подобные симптомы можно сдерживать и контролировать, продолжал Челленджер. Я не ожидаю, что у всех вас оно развито в той же степени, какой достигло во мне, ибо полагаю, что сила наших ментальных процессов соразмерна друг другу. Но, без сомнения, это заметно даже у нашего молодого друга. После небольшого взрыва бурного веселья, который так напугал мою прислугу, я сел и поразмыслил. Я сказал себе, что никогда прежде не испытывал побуждения укусить кого-либо из домашних. Следовательно, этот порыв был ненормальным. В одно мгновение я осознал истину. Мой пульс при проверке оказался на 10 ударов выше обычного, а рефлексы усилились. Я призвал свое высшее и более разумное «я», истинного Джорджа Эдуарда Челленджера, восседающего безмятежно и неприступно над всеми этими чисто молекулярными потрясениями. Я призвал его, повторяю, наблюдать за глупыми ментальными трюками, которые вытворяет этот яд. И я обнаружил, что действительно остаюсь хозяином положения. Я мог распознавать расстройство разума и управлять им. Это было замечательное проявление победы духа над материей, ибо это была победа над той самой формой материи, которая теснее всего связана с разумом. Можно сказать, что разум дал сбой, а личность взяла его под контроль. Так, когда моя жена спустилась вниз и у меня возникло непреодолимое желание спрятаться за дверью и напугать ее диким криком при входе, я сумел подавить этот порыв и встретил ее с достоинством и сдержанностью. Непреодолимое желание крякнуть, как утка, было встречено и подавлено точно таким же образом. Позже, когда я спустился вниз, чтобы распорядиться насчет машины, и застал Остина, который склонился над ней, поглощенный ремонтом, я удержал свою открытую ладонь даже после того, как уже занес ее, и воздержался от того, чтобы устроить ему приключение, которое, возможно, заставило бы его последовать по стопам экономки. Напротив, я лишь тронул его за плечо и приказал подать машину к дому вовремя, чтобы встретить ваш поезд. В данную секунду я испытываю сильнейший соблазн схватить профессора Саммерли за его глупую старую бороду и силой потрясти его голову взад и вперед. И все же, как вы видите, я совершенно спокоен. Позвольте мне рекомендовать вам мой пример. А я буду присматривать за тем буйволом, отозвался лорд Джон. А я за футбольным матчем, добавил я. Возможно, вы и правы, Челленджер, произнес Саммерли притихшим голосом. Я готов признать, что мой склад ума скорее критический, нежели созидательный, и я не сразу принимаю любую новую теорию, особенно когда она оказывается столь необычной и фантастической, как эта. Однако, мысленно возвращаясь к событиям утра и снова анализируя нелепое поведение моих спутников, я легко могу поверить, что причиной их симптомов стал какой-то возбуждающий яд. Челленджер добродушно хлопнул коллегу по плечу. «Мы продвигаемся вперед», — заметил он. «Определенно, мы продвигаемся вперед». «И скажите, пожалуйста, сударь», — смиренно спросил Саммерли, «каково ваше мнение относительно ближайшего будущего?» «С вашего разрешения я скажу несколько слов по этому поводу». Он устроился на своем письменном столе, и его короткие, пухлые ноги повисли в воздухе. Мы присутствуем при грандиозном и ужасном событии. По моему мнению, это конец света. Конец света.
Наши взгляды устремились к большому эркерному окну, и мы посмотрели на летнюю красоту здешних мест, на длинные склоны, поросшие вереском, на величественные загородные дома, уютные фермы и отдыхающих на полях для гольфа. Конец света. Эти слова слышали часто, но мысль о том, что они могут иметь непосредственное практическое значение, что это произойдет не в какую-то туманную дату, а прямо сейчас, сегодня, это была потрясающая, ошеломляющая мысль. Мы все преисполнились благоговейного трепета и в молчании ждали, когда Челленджер продолжит. Его всеподавляющее присутствие и сам его вид придавали такую силу торжественности его слов, что на миг вся грубость и нелепость этого человека исчезли, и он предстал перед нами как некто величественный, стоящий выше обычного человечества. Но затем ко мне, по крайней мере, вернулось ободряющее воспоминание о том, как дважды с тех пор, как мы вошли в комнату, он взрывался громовым хохотом. «Конечно», — подумал я, — «у ментальной отрешенности есть свои пределы. В конце концов, кризис не может быть столь уж великим или неотвратимым». «Представьте себе гроздь винограда», — сказал он, покрытую какими-нибудь микроскопическими, но вредоносными бациллами. Садовник погружает ее в дезинфицирующий раствор. Возможно, он хочет, чтобы его виноград был чище. А возможно, ему нужно место для выведения каких-то новых бацилл, менее вредных, чем прежние. Он окунает гроздь в яд, и их больше нет. Наш садовник, по моему мнению, собирается окунуть в раствор всю Солнечную систему, и человеческая бацилла, этот маленький смертный вибрион, который крутился и извивался на внешней корке Земли, в одно мгновение будет полностью уничтожен. Снова воцарилось молчание. Его прервал пронзительный трель телефонного звонка. «Вот одна из наших бацилл пищит о помощи», — произнес он с мрачной улыбкой. Они начинают осознавать, что их дальнейшее существование вовсе не является одной из необходимостей Вселенной. Он вышел из комнаты на пару минут. Я помню, что в его отсутствие никто из нас не проронил ни слова. Ситуация казалась выше любых слов или комментариев. «Главный санитарный врач Брайтона», — сообщил он, когда вернулся. Симптомы по какой-то причине развиваются быстрее на уровне моря. Наши 700 футов высоты дают нам преимущество. Люди, похоже, прознали, что я лучший авторитет в этом вопросе. Без сомнения, все благодаря моему письму в «Таймс». А тогда, когда мы только приехали, я говорил по телефону с мэром одного провинциального городка. Вы могли слышать меня. Он, кажется, придавал совершенно преувеличенное значение собственной жизни. Я помог ему пересмотреть свои взгляды. Саммерли поднялся и встал у окна. Его худые, жилистые руки дрожали от волнения. «Челленджер», — произнес он проникновенно, — «это слишком серьезно для пустых и бесполезных споров. Не думайте, будто я хочу уколоть вас каким-то своим вопросом. Но я прошу вас ответить, не закралась ли какая-то ошибка в ваши сведения или в ваши рассуждения? Вот солнце, оно светит так же ярко, как и прежде, в синем небе. Вот вереск, цветы и птицы. Вот люди, которые развлекаются на полях для гольфа, и жнецы вон там, убирающие хлеб. Вы говорите нам, что они и мы находимся на самом краю гибели, что этот залитый солнцем день может оказаться тем самым днем страшного суда, которого человечество так долго ждало. Насколько нам известно, вы основываете этот ужасный вердикт на чем? На каких-то аномальных линиях в спектре, на слухах Суматры, на некоем странном личном возбуждении, которое мы заметили друг в друге. Этот последний симптом выражен не настолько сильно, чтобы вы или мы не могли подавить его сознательным усилием. Не нужно церемониться с нами, Челленджер. Нам и раньше доводилось вместе смотреть в лицо смерти. Говорите прямо, дайте нам четко понять, где мы находимся и каковы, по вашему мнению, наши перспективы на будущее. Это была смелая, хорошая речь,
речь того стойкого и сильного духом человека, который скрывался за всей желчностью и угловатостью старого зоолога. Лорд Джон поднялся и пожал ему руку. «Мои мысли до единого слова», — сказал он. «Что ж, Челленджер, теперь твоя очередь сказать нам, где мы. Мы люди не из пугливых, сам отлично знаешь. Но когда приезжаешь в гости на выходные и обнаруживаешь, что со всего маху влетел в день страшного суда, это требует некоторых объяснений. В чем опасность, насколько она велика и что мы собираемся делать, чтобы встретить ее лицом к лицу?» Он стоял, высокий и крепкий, в лучах солнца у окна, положив свою загорелую руку на плечо Саммерли. Я откинулся на спинку кресла с погасшей сигаретой в зубах, находясь в том полузабытии, когда впечатления становятся необычайно отчетливыми. Возможно, это была новая фаза отравления, но бредовые порывы полностью прошли, уступив место состоянию крайней вялости и в то же время обостренного восприятия. Я был зрителем. Происходящее словно не касалось меня лично. Но передо мной были трое сильных мужчин в момент величайшего кризиса, и наблюдать за ними было захватывающе. Челленджер насупил свои густые брови и погладил бороду, прежде чем ответить. Было видно, что он очень тщательно взвешивает слова. «Каковы были последние новости, когда вы уезжали из Лондона?» — спросил он. «Я был в редакции газет около 10 часов», — сказал я. «Только что поступило сообщение от агентства Рейтер из Сингапура о том, что на Суматре болезнь, похоже, приняла всеобщий характер, и из-за этого там не зажгли маяки». «С тех пор события развивались довольно быстро», — произнес Челленджер, беря в руки стопку телеграмм. «Я нахожусь в тесном контакте как с властями, так и с прессой, так что новости стекаются ко мне со всех сторон. Существует, по правде говоря, всеобщее и весьма настойчивое требование, чтобы я приехал в Лондон. Но я не вижу в этом никакого смысла. Судя по отчетам, действие яда начинается с ментального возбуждения. Говорят, что беспорядки в Париже сегодня утром были очень жестокими, а валлийские шахтеры находятся в состоянии бунта. Насколько можно доверять имеющимся свидетельствам, за этой стадией возбуждения, которая сильно различается у разных рас и отдельных людей, следует некий подъем и ясность ума. Мне кажется, я замечаю некоторые признаки этого у нашего молодого друга. А затем, через заметный промежуток времени, это состояние переходит в кому, которое стремительно завершается смертью. Полагаю, насколько мне позволяет судить моя токсикология, здесь действуют какие-то растительные нервные яды. «Датура», — предположил Саммерли. «Превосходно!» — воскликнул Челленджер. «Для научной точности нам следовало бы дать имя нашему токсическому агенту. Пусть это будет датурон. Вам, мой дорогой Саммерли, принадлежит честь, посмертная, увы, но оттого не менее уникальная, дать имя всеобщему уничтожителю, дезинфицирующему средству великого садовника. Итак, симптомы датурона можно считать такими, как я указал. То, что это охватит весь мир и что в живых не останется абсолютно никого, кажется мне несомненным, поскольку эфир — это всеобщая среда. До сих пор он проявлял капризность в выборе мест, которые атаковал, но разница составляет лишь вопрос нескольких часов. Это подобно наступающему приливу, который покрывает одну полоску песка, затем другую, растекаясь туда и сюда неровными потоками, пока, наконец, не затопит все целиком. В действии и распределении датурона кроются законы, которые представили бы глубокий интерес, если бы время, имеющееся в нашем распоряжении, позволило нам их изучить. Насколько я могу проследить их? Здесь он бегло просмотрел свои телеграммы, менее развитые расы первыми отреагировали на его воздействие. Из Африки приходят прискорбные известия, а австралийские аборигены, судя по всему, уже полностью истреблены. Северные расы пока что проявили большую сопротивляемость, чем южные. Вот это, к примеру, отправлено из Марселя в 9 часов 45 минут утра.
Передаю вам дословно. Всю ночь напролёт в Провансе царило неистовое возбуждение. Бунт виноделов в Ниме. Социалистическое восстание в Тулоне. Сегодня утром население поразила внезапная болезнь, сопровождающаяся комой. Молниеносная чума. Огромное количество мертвых на улицах. Деловая жизнь парализована, повсюду хаос. Часом позже от того же источника пришло следующее. Нам угрожает полное истребление. Соборы и церкви переполнены до отказа. Мертвых больше, чем живых. Это невообразимо и ужасно. Кончина кажется безболезненной, но она стремительна и неизбежна. Похожая телеграмма пришла из Парижа, где развитие событий пока не столь острое. Индия и Персия, судя по всему, полностью стерты с лица земли. Славянское население Австрии повержено, в то время как германское едва задето. Говоря в целом, жители равнин и морских побережий, насколько позволяют судить мои ограниченные сведения, ощутили на себе последствия быстрее, чем те, кто живет в глубине материка или на возвышенностях. Даже наши 700 футов высоты над уровнем моря имеют существенное значение. И, возможно, если и останется кто-то, кто выживет из человеческого рода, он снова обнаружится на вершине какого-нибудь Арарата. Даже наш собственный маленький холм может вскоре оказаться временным островком посреди моря катастрофы. Но при нынешней скорости наступления еще несколько коротких часов, и мы все будем затоплены. Лорд Джон Рокстон вытер лоб. «Что меня поражает, — сказал он, — так это то, как ты мог сидеть здесь и хохотать, имея под рукой эту пачку телеграмм. Я видел смерть так же часто, как и большинство людей, но всеобщая смерть — это ужасно». «Что касается смеха, — отозвался Челленджер, — то вам следует помнить, что, как и вы сами, я не был избавлен от стимулирующего воздействия эфирного яда на мозг. А что касается ужаса, с которым всеобщая смерть, кажется, внушает вам, я бы заметил, что он несколько преувеличен. Если бы вас отправили в море одного в открытой лодке в неизвестном направлении, ваше сердце вполне могло бы замереть от страха. Одиночество и неопределенность угнетали бы вас. Но если бы ваше плавание проходило на прекрасном корабле, который нес бы в себе всех ваших родственников и друзей, вы чувствовали бы, что, какой бы неопределенной ни оставалась ваша цель, у вас, по крайней мере, будет один общий и одновременный опыт, который до самого конца удержит вас в том же близком кругу. Одинокая смерть может быть ужасной, но всеобщая смерть, столь безболезненная, какой она представляется здесь, на мой взгляд, не является поводом для опасений. Более того, я мог бы посочувствовать человеку, который счел бы, что настоящий ужас заключается в мысли о том, чтобы остаться в живых, когда все мудрое, знаменитое и возвышенное уже ушло в небытие. Что же в таком случае вы предлагаете делать? Спросил Саммерли, который на сей раз кивком выразил свое согласие с доводами своего коллеги-ученого. «Принять наш ленч», — ответил Челленджер, когда по всему дому разнесся гул гонга. «У нас служит кухарка, чьи омлеты уступают лишь ее же отбивным. Нам остается только уповать на то, что никакое космическое потрясение не притупило ее превосходных способностей. Мой Шарцбергер 1896 года также должен быть спасен, насколько наши искренние и сплоченные усилия позволят уберечь столь великий винтаж от прискорбной гибели». Он приподнял свое грузное тело со стола, на котором сидел, пока возвещал о гибели планеты. «Пойдемте», — добавил он. «Если времени осталось мало, тем более нужно провести его в трезвом и разумном удовольствии». И действительно, трапеза оказалась весьма веселой. Разумеется, мы не могли забыть о нашем ужасном положении. Вся торжественность происходящего постоянно маячила на задворках нашего сознания и сдерживала мысли. Но, безусловно, лишь та душа, что никогда не смотрела смерти в глаза, сильно шарахается от нее в самом конце.
Для каждого из нас, мужчин, смерть в определенный важный период жизни была привычной спутницей. Что же касается дамы, она полагалась на твердое руководство своего могучего мужа и была вполне согласна идти туда, куда вел его путь. Будущее оставалось за судьбой. Настоящее принадлежало нам. Мы провели его в добром содружестве и тихой радости. Наш разум, как я уже говорил, был необычайно ясен. Даже у меня порой проскакивали искры вдохновения. А что до Челленджера, он был просто великолепен. Никогда прежде я так четко не осознавал стихийное величие этого человека, весь размах и силу его ума. Саммерли подзадоривал его своим хором едкой критики, в то время как лорд Джон и я посмеивались над этим состязанием. А супруга профессора, положив руку на его рукав, сдерживала громоподобные раскаты философа. Жизнь, смерть, рок, предназначение человека — вот какие грандиозные темы поднимались в тот памятный час. Они обретали особую остроту от того, что по ходу обеда странный, внезапный подъем духа в моем мозгу и покалывание в теле возвещали, невидимый прилив смерти медленно и мягко поднимается вокруг нас. Один раз я увидел, как лорд Джон внезапно прижал руку к глазам, а в другой раз Саммерли на мгновение откинулся на спинку стула. Каждый наш вдох был напоен неведомыми силами. И все же на душе у нас было легко и спокойно. Вскоре Остин положил на стол сигареты и уже собирался уходить. «Остин!» — позвал хозяин. «Да, сэр. Я благодарю вас за верную службу». На узловатом лице слуги промелькнула улыбка. «Я исполнял свой долг, сэр. Я ожидаю сегодня конца света, Остин». «Да, сэр». «В какое время, сэр?» «Не могу сказать, Остин». «До наступления вечера». «Очень хорошо, сэр». Молчаливый Остин отдал честь и удалился. Челленджер закурил сигарету, пододвинув свой стул ближе к стулу жены, взял ее за руку. «Ты ведь знаешь, как обстоят дела, дорогая», — произнес он. «Я также объяснил все нашим друзьям. Ты ведь не боишься, правда?» «Это не будет больно, Джордж. Не больнее, чем веселящий газ у зубного врача. Каждый раз, когда тебе его давали, ты, по сути, умирала. Но это приятное ощущение. Таким же может быть и смерть. Изношенная телесная машина не способна зафиксировать свое впечатление, но мы знаем, какое ментальное удовольствие таится в сновидении или трансе. Природа может создать прекрасную дверь и завесить ее множеством туманных и мерцающих штор, чтобы устроить торжественный вход в новую жизнь для наших изумленных душ. Во всех своих исследованиях реальности я всегда находил мудрость и доброту в самой ее основе. И если испуганный смертный когда-либо и нуждается в нежности, то уж точно в тот момент, когда совершает этот опасный переход из жизни в жизнь. Нет, Саммерли, я не приму вашего материализма. Ибо я, по крайней мере, слишком великое явление, чтобы закончить свое существование в виде простых физических элементов, пачки солей и 3 ведер воды. Здесь, вот здесь, и он ударил по своей огромной голове громадным волосатым кулаком, есть нечто, что использует материю, но не принадлежит ей. Нечто, что способно уничтожить смерть, но что смерть не сможет уничтожить никогда. К слову о смерти, отозвался лорд Джон. Я в некотором роде христианин, но мне кажется, было что-то чертовски естественное в тех наших предках, которых хоронили вместе с их топорами, луками и стрелами. Так, словно они продолжали жить точно так же, как привыкли. «Не знаю», — добавил он, смущенно оглядывая сидящих за столом, «но мне и самому было бы как-то привычнее, если бы меня положили вместе с моим старым 40-50-м экспрессом и охотничьим ружьем, тем, что покороче, с резиновым затыльником на прикладе и парой обоим с патронами». Просто глупая фантазия, конечно, но уж как есть.
Что скажете на это, господин профессор? Ну что ж, произнес Саммерли, раз вы спрашиваете мое мнение, это кажется мне неоправданным возвратом к каменному веку или даже к более ранней эпохе. Сам я человек 20 века и хотел бы умереть как разумный, цивилизованный мужчина. Не думаю, что я боюсь смерти больше, чем все остальные, ведь я человек уже пожилой, что бы ни случилось, мне в любом случае осталось жить не так уж долго. Но сидеть и ждать без малейшей борьбы, словно овца на бойне, это совершенно против моей природы. Челленджер, неужели абсолютно точно нет ничего, что мы могли бы предпринять? Чтобы спастись, ничего, ответил Челленджер. Но продлить нашу жизнь на несколько часов и благодаря этому увидеть финал этой грандиозной трагедии до того, как мы сами окажемся в нее вовлечены, вот это вполне может быть в моих силах. Я уже предпринял определенные шаги. Кислород. Именно так. Кислород. Но какой эффект может дать кислород против отравления эфиром? Между куском кирпича и газом нет такой огромной качественной разницы, какая существует между кислородом и эфиром. Это совершенно разные уровни материи. Они не могут воздействовать друг на друга. В полноте, Челленджер, вы же не станете защищать подобное утверждение. Мой дорогой Саммерли, на этот эфирный яд совершенно точно влияют материальные факторы. Мы видим это по способам и характеру распространения вспышки болезни. Мы не могли ожидать этого априори, но это несомненный факт. Поэтому я твердо убежден, что такой газ, как кислород, который повышает общую жизнеспособность и сопротивляемость организма, с огромной вероятностью замедлит действие того, чему вы так удачно дали имя датурон. Возможно, я ошибаюсь, но я полностью уверен в правильности своих рассуждений. «Знаете что?» — отозвался лорд Джон, «если нам придется сидеть и сосать эти трубки, как младенцы бутылочки, то я в этом не участвую». «В этом не будет никакой необходимости», — ответил Челленджер. «Мы все подготовили, и этим вы главным образом обязаны моей супруге. Ее будуар сделан настолько герметичным, насколько это вообще возможно. С помощью циновок и лакированной бумаги. Боже правый, Челленджер, неужели вы думаете, что сможете защититься от эфира с помощью лакированной бумаги? Право слово, мой почтенный друг, вы проявляете редкостное упрямство, упуская самую суть. Мы потратили столько усилий вовсе не для того, чтобы не впустить эфир. Мы сделали это для того, чтобы удержать внутри кислород. Я верю, что если мы сможем обеспечить атмосферу, перенасыщенную кислородом до определенного предела, то сумеем сохранить ясность сознания. У меня было 2 баллона с газом, и вы привезли мне еще 3. Это немного, но все же хоть что-то. Насколько их хватит? Понятия не имею. Мы не станем открывать их до тех пор, пока наши симптомы не сделаются невыносимыми. А затем мы будем дозированно выпускать газ по мере крайней необходимости. Это может дать нам несколько часов, а возможно, даже несколько дней, в течение которых мы сможем созерцать опустошенный мир. Наша собственная кончина отложится на этот срок, и мы впятером получим совершенно уникальный опыт, оказавшись, по всей видимости, абсолютным арьергардом человечества на его марше в неведомое. А теперь, будьте так добры, помогите мне перенести баллоны. Мне кажется, что атмосфера вокруг нас уже становится более гнетущей. Это наш единственный шанс выжить. Глава 3. Под водой. Комната, которой суждено было стать местом нашего незабываемого переживания, представляла собой прелестную, чисто женскую гостиную, примерно 14 или 16 футов в квадрате. В ее конце, отделенная занавесью из красного бархата, находилась небольшая комната, служившая профессору гардеробной. Она, в свою очередь, вела в большую спальню.
Занавесь все еще висела, но для целей нашего эксперимента будуар и гардеробную можно было рассматривать как единое помещение. Одну дверь и оконную раму обклеили по кругу лакированной бумагой, так что они были практически загерметизированы. Над другой дверью, выходившей на лестничную площадку, висела фрамуга, которую можно было приоткрыть с помощью шнура, когда вентиляция становилась абсолютно необходимой. В каждом углу стояло по большому кустарнику в катке. Как избавиться от избытка углекислого газа, не тратя при этом попусту наш кислород, это деликатный и жизненно важный вопрос, сказал Челленджер, оглядываясь по сторонам после того, как 5 железных баллонов были уложены бок о бок у стены. Будь у меня больше времени на подготовку, я мог бы полностью направить всю концентрированную силу своего интеллекта на решение этой проблемы, но в сложившихся обстоятельствах мы должны делать все, что в наших силах. Кустарники принесут небольшую пользу. 2 баллона с кислородом готовы к включению в любую секунду, так что нас нельзя застать врасплох. В то же время было бы неплохо не уходить далеко от комнаты, так как кризис может наступить внезапно и потребовать неотложных мер. Там было широкое низкое окно, выходившее на балкон. Вид за ним открывался тот же самый, которым мы уже любовались из кабинета. Посмотрев наружу, я не заметил нигде никаких признаков беспорядка. Прямо перед моими глазами вниз по склону холма извивалась дорога. Кеподстанции — один из тех доисторических пережитков, которые можно найти только в наших деревнях, медленно и с трудом поднимался в гору. Чуть ниже няня везла детскую коляску и вела за руку второго ребенка. Голубые струйки дыма из коттеджей придавали всему бескрайнему пейзажу вид устоявшегося порядка и домашнего уюта. Ни в синеве небес, ни на залитой солнцем земле не было никакого предвестия катастрофы. Жнецы снова вернулись на поле, а гольфисты, парами и четверками, все еще тянулись по полянам для гольфа. В моей собственной голове царил такой странный сумбур, а мои перенапряженные нервы были так взвинчены, что равнодушие этих людей просто поражало. «Похоже, эти парни не чувствуют никаких недомоганий», — сказал я, указывая вниз на поле для гольфа. «Вы когда-нибудь играли в гольф?» — спросил лорд Джон. «Нет, не играл». «Ну что ж, молодой человек, когда сыграете, вы поймете, что если уж по-настоящему выйти на раунд, то потребуется сам конец света, чтобы остановить истинного гольфиста». Алло. Опять этот телефонный звонок. Время от времени, во время и после обеда, резкий, настойчивый звонок подзывал профессора. Он сообщал нам новости по мере их поступления в нескольких коротких фразах. Таких ужасающих известий еще никогда не фиксировалось в мировой истории. Великая тень ползла с юга, подобно приливу смерти. Египет прошел через стадию бреда и теперь находился в коме. Испания и Португалия после бурного безумия, в котором клерикалы и анархисты сражались с крайним отчаянием, теперь затихли. Телеграммы из Южной Америки больше не поступали. В Северной Америке Южные Штаты после ужасных расовых беспорядков уступили яду. К северу от Мэриленда эффект еще не был заметен, а в Канаде он едва ощущался. Бельгия, Голландия и Дания пострадали одна за другой. Отчаянные сообщения летели со всех сторон в крупнейшие научные центры, химикам и врачам с мировым именем, умоляя о совете. Астрономы тоже были завалены запросами. Ничего нельзя было сделать. Это явление было всеобщим и находилось за пределами человеческих знаний или контроля. Это была смерть, безболезненная, но неизбежная, смерть для молодых и старых, для слабых и сильных, для богатых и бедных, без надежды и возможности спасения. Таковы были новости, которые разрозненными, паническими сообщениями приносил нам телефон. Крупные города уже знали свою участь и, насколько мы могли судить, готовились встретить ее с достоинством и покорностью. И все же наши гольфисты и рабочие вели себя как ягнята, резвящиеся под тенью ножа. Это казалось поразительным. И все же,
Откуда им было знать? Все обрушилось на нас одним гигантским шагом. Что было в утренней газете, способное их встревожить? А сейчас было всего лишь 3 часа дня. Даже пока мы смотрели, какой-то слух, похоже, пополз среди людей, потому что мы увидели, как жнецы спешно покидают поле. Некоторые из гольфистов возвращались к зданию клуба. Они бежали, словно спасаясь от ливня. Их маленькие мальчики-помощники плелись позади них. Другие продолжали игру. Няня повернула обратно и поспешно покатила свою коляску вверх по холму. Я заметил, что она прижала руку к колбу. Кеп остановился, и уставшая лошадь, опустив голову до колен, отдыхала. Наверху было идеальное летнее небо, один огромный купол сплошной синевы, за исключением нескольких пушистых белых облаков над далекими холмами. Если человечеству суждено умереть сегодня, то это было, по крайней мере, на великолепном смертном одре. И все же вся эта нежная прелесть природы делала это ужасное и массовое уничтожение еще более жалким и страшным. Воистину, это было слишком прекрасное жилище, чтобы нас так стремительно, так безжалостно из него выселяли. Но я уже говорил, что телефонный звонок раздался еще раз. Внезапно я услышал громовой голос Челленджера из прихожей. «Милоун!» — кричал он. «Вас просят к телефону». Я бросился вниз к аппарату. Это говорил Маккардл из Лондона. «Это вы, мистер Милоун?» — прокричал его знакомый голос. «Мистер Милоун, в Лондоне творятся ужасные вещи. Ради бога, узнайте, не может ли профессор Челленджер предложить хоть что-нибудь, что можно сделать». «Он ничего не может предложить, сэр», — ответил я. «Он считает этот кризис всеобщим и неизбежным. У нас здесь есть немного кислорода, но он может лишь отсрочить нашу участь на несколько часов». «Кислород!» — вскричал полный отчаяния голос. «Достать его уже нет времени. В редакции творится настоящий сумасшедший дом с самого утра, как вы уехали. Сейчас половина сотрудников уже без сознания. Меня самого придавливает какая-то тяжесть. Из своего окна я вижу людей, густо лежащих на Флит-стрит. Все движение остановилось. Судя по последним телеграммам, весь мир». Его голос становился все тише и внезапно оборвался. Мгновение спустя я услышал в трубке глухой стук, как будто его голова упала вперед на письменный стол. «Мистер Маккардл!» — закричал я, мистер Маккардл. Ответа не последовало. Опуская трубку, я уже знал, что больше никогда не услышу его голос. В то самое мгновение, как только я сделал шаг назад от телефона, это обрушилось на нас. Мы словно были купальщиками, стоявшими по плечи в воде, которых внезапно накрыло катящейся волной. Невидимая рука, казалось, тихо сжалась вокруг моего горла и мягко выдавливала из меня жизнь. Я почувствовала огромное давление в груди, сильное сдавливание в голове, громкий звон в ушах и яркие вспышки перед глазами. Пошатываясь, я ухватился за перила лестницы. В тот же миг, несясь и сопя, словно раненый буйвол, мимо меня промчался Челленджер, жуткое зрелище, багрово-красное лицо, налитые кровью глаза и вставшие дыбом волосы. Его маленькая жена, по всем признакам уже без сознания, была перекинута через его огромное плечо. Он спотыкался и громыхал вверх по лестнице, карабкаясь и оступаясь, но благодаря одной лишь силе воли тащил себя и ее через эту удушливую атмосферу к убежищу временной безопасности. При виде его усилий я тоже бросился вверх по ступеням, карабкаясь, падая, цепляясь за перила, пока не рухнул почти без чувств лицом вниз на верхнюю площадку. Стальные пальцы лорда Джона впились в воротник моего пальто, и мгновение спустя я уже лежал, растянувшись на спине, не в силах ни говорить, ни двигаться на ковре будуара.
Женщина лежала рядом со мной, а Саммер сжался в комок в кресле у окна, почти касаясь головой своих колен. Как во сне я увидел Челленджера, который, подобно чудовищному жуку, медленно полз по полу, а мгновение спустя услышал тихое шипение вырывающегося кислорода. Челленджер сделал 2 или 3 огромных вдоха, его легкие ревели, когда он втягивал в себя живительный газ. «Работает!» — ликующе закричал он. Мои рассуждения оправдались. Он снова был на ногах, собранный и сильный. С баллоном в руке он подскочил к жене и поднес его к ее лицу. Через несколько секунд она застонала, зашевелилась и села. Он повернулся ко мне, и я почувствовал, как прилив жизни теплой волной разливается по моим артериям. Разум подсказывал мне, что это всего лишь короткая передышка, и все же, как бы беспечно мы ни рассуждали о ценности жизни в обычное время, теперь каждый час существования казался бесценным даром. Никогда прежде я не испытывал такого трепета чисто физической радости, какой пришел с этим живительным потоком. Тяжесть спала с моих легких, обруч, стягивавший лоб, ослаб, и сладкое чувство покоя, мягкого, ленивого уюта овладело мной. Я лежал, наблюдая, как Саммерли приходит в себя под действием того же средства, и, наконец, наступила очередь лорда Джона. Он вскочил на ноги и протянул мне руку, чтобы помочь подняться, пока Челленджер бережно переносил свою жену и укладывал ее на диван. Джордж, мне так жаль, что ты вернул меня обратно», — сказала она, держа его за руку. Дверь смерти и в самом деле, как ты и говорил, завешена прекрасными, мерцающими занавесями. Ведь как только прошло это ощущение удушья, все стало невыразимо успокаивающим и прекрасным. «Зачем ты вытащил меня обратно?» «Потому что я хочу, чтобы мы совершили этот переход вместе. Мы были вместе столько лет. Было бы грустно разлучиться в самый высший момент». На мгновение в его нежном голосе мне приоткрылся совершенно новый Челленджер, кто-то очень далекий от того задиристого, кричащего, высокомерного человека, который то изумлял, то оскорблял свое поколение. Здесь, в тени смерти, проявился самый сокровенный Челленджер, человек, который сумел завоевать и удержать любовь женщины. Внезапно его настроение изменилось, и он снова стал нашим сильным капитаном. Единственный из всего человечества я разглядел и предсказал эту катастрофу, произнес он с нотками ликования и научного триумфа в голосе. Что касается вас, мой дорогой Саммерли, я верю, что ваши последние сомнения рассеялись относительно значения размытия линий в спектре, и вы больше не станете утверждать, будто мое письмо в «Таймс» было основано на заблуждении. На этот раз наш задиристый коллега остался глух к вызову. Он мог лишь сидеть, тяжело дыша и вытягивая свои длинные худые конечности, словно желая убедиться, что все еще действительно находится на этой планете. Челленджер подошел к баллону с кислородом, и звук громкого шипения поутих, превратившись в самое нежное свистение. «Мы должны беречь наш запас газа», — сказал он. Атмосфера в комнате сейчас сильно перенасыщена кислородом, и я полагаю, что никто из нас не чувствует никаких болезненных симптомов. Мы можем определить только опытным путем, какое именно количество, добавленное в воздух, послужит для нейтрализации яда. Давайте посмотрим, как это подействует. Мы сидели в молчаливом нервном напряжении минут 5 или больше, прислушиваясь к собственным ощущениям. Мне только-только начало казаться, что я снова чувствую сдавливание в висках, как вдруг миссис Челленджер крикнула с дивана, что теряет сознание. Ее муж прибавил газ. В донаучные времена, заметил он, в каждой подводной лодке держали белую мышь, так как ее более нежный организм подавал признаки отравления атмосферы еще до того, как это замечали матросы. Ты, моя дорогая, будешь нашей белой мышкой. Сейчас я увеличил подачу, и тебе стало лучше. Да, мне лучше. Возможно, мы подобрали правильную смесь.
Когда мы точно выясним, какого минимального количества достаточно, мы сможем рассчитать, как долго сумеем просуществовать. К сожалению, приводя себя в чувство, мы уже израсходовали значительную часть этого первого баллона. «А имеет ли это значение?» — спросил лорд Джон, который стоял, засунув руки в карманы, у самого окна. «Если нам суждено уйти, какой смысл цепляться? Вы же не думаете, что у нас есть хоть какой-то шанс?» Челленджер улыбнулся и покачал головой. «Но тогда не кажется ли вам, что благороднее сделать этот прыжок самим, а не ждать, пока тебя подтолкнут? Если уж так должно быть, я за то, чтобы прочитать молитвы, выключить газ и открыть окно». «Почему бы и нет?» — храбро произнесла дама. «Право же, Джордж, лорд Джон прав, и так будет лучше». «Я самым решительным образом возражаю», — прокричал Саммерли капризным голосом. «Когда нам придется умереть, давайте, конечно, умрем. Но сознательно предвосхищать смерть кажется мне безумным и неоправданным поступком». «А что скажет на это наш молодой друг?» — спросил Челленджер. «Я думаю, мы должны досмотреть все до конца». «И я решительно придерживаюсь того же мнения», — заявил профессор. «Что ж, Джордж, раз ты так говоришь, то и я думаю так же», — воскликнула миссис Челленджер. «Ну ладно, ладно, я просто привел это как довод», — сказал лорд Джон. «Если вы все хотите дойти до конца, я с вами. Это чертовски интересно, тут уж не поспоришь. На своем веку я повидал немало приключений и испытал столько же острых ощущений, сколько и большинство людей, но я заканчиваю на самой высокой ноте. «Допуская непрерывность жизни», — произнес Челленджер. «Смелое предположение», — воскликнул Саммерли. Челленджер посмотрел на него с молчаливым укором. «Допуская непрерывность жизни», — произнес он в своей самой поучительной манере, «никто из нас не может предсказать, какие возможности для наблюдения откроются перед нами при переходе из так называемого мира духов в мир материи. Наверняка даже самому тупому человеку, здесь он свирепо посмотрел на Саммерли, должно быть очевидно, что именно пока мы сами материальны, мы наиболее приспособлены наблюдать за материальными явлениями и судить о них. Следовательно, только оставшись в живых на эти несколько лишних часов, мы можем надеяться унести с собой в некое будущее существование четкое представление о самом колоссальном событии, с которым когда-либо сталкивался мир или Вселенная, насколько мы ее знаем. Мне казалось бы прискорбным, если бы мы хоть как-то сократили даже на минуту столь удивительный опыт. «Я решительно придерживаюсь того же мнения», — воскликнул Саммерли. «Принято единогласно», — сказал лорд Джон. «Клянусь Георгием, этот бедный дьявол, ваш шофер внизу во дворе, совершил свой последний путь. Нет смысла делать вылазку и тащить его сюда?» «Это было бы абсолютным безумием», — крикнул Саммерли. «Что ж, полагаю, так и есть», — согласился лорд Джон. «Ему это не поможет, а наш газ разлетится по всему дому, даже если бы мы вообще вернулись назад живыми. Боже мой, посмотрите на птичек под деревьями». Мы пододвинули 4 стула к длинному низкому окну. Дама все еще отдыхала с закрытыми глазами на диване. Помню, как в моей голове промелькнула чудовищная и гротескная мысль, иллюзия, возможно, усиливалась от тяжелой спёртости воздуха, которым мы дышали, будто мы сидим на 4 лучших местах в партере на последнем акте драмы этого мира. На самом переднем плане, прямо перед нашими глазами, находился небольшой двор, где стоял наполовину вымытый автомобиль. Остин, шофер, наконец-то получил свое последнее уведомление, так как он растянулся рядом с колесом с большим черным синяком на лбу, которым он, должно быть, ударился о подножку или крыло при падении. В руке он все еще держал наконечник шланга, из которого мыл свою машину. Пара небольших платанов росла в углу двора, и под ними лежало несколько трогательных маленьких комочков из пушистых перьев с поднятыми вверх крошечными лапками.
Взмах косы смерти захватил в свой прокос все великое и малое. Через стену двора мы смотрели вниз на извилистую дорогу, ведущую к станции. Группа жнецов, которых мы видели бегущими с полей, лежала в самом низу в полном беспорядке, их тела перекрещивались друг с другом. Чуть выше лежала няня, прислонившись головой и плечами к склону травянистой насыпи. Она вынула ребенка из коляски, и он лежал у нее на руках неподвижным свертком одежды. Совсем рядом с ней крошечное пятно на обочине дороги показывало место, где растянулся маленький мальчик. Еще ближе к нам была мертвая кабменская лошадь, стоявшая на коленях между оглоблями. Старый кучер свисал над передком кыба, как какое-то гротескное пугало, и его руки нелепо болтались перед ним. Через окно мы могли смутно разглядеть, что внутри сидит молодой человек. Дверца была распахнута настежь, а его рука сжимала ручку, словно он пытался выпрыгнуть в последнее мгновение. В отдалении расстилались поля для гольфа, усеянные, как и утром, темными фигурами гольфистов, неподвижно лежавших на траве игрового поля или среди вереска, обрамлявшего его. На одной конкретной лужайке растянулись 8 тел, там, где 4 игроков со своими мальчиками-помощниками до последнего продолжала свою игру. Ни одна птица не летела в голубом куполе неба, ни человек, ни зверь не двигались по бескрайним просторам, лежавшим перед нами. Вечернее солнце изливало на них свое мирное сияние, но над всем этим царили покой и безмолвие всеобщей смерти, к которой мы так скоро должны были присоединиться. В настоящее мгновение этот единственный хрупкий лист стекла, удерживая внутри избыток кислорода, который нейтрализовал отравленный эфир, отделял нас от участи всего нашего рода. На несколько коротких часов знания и предвидения одного человека могли сохранить наш маленький оазис жизни в бескрайней пустыне смерти и спасти нас от участия в общей катастрофе. Затем газ иссякнет, мы тоже будем лежать, ловя ртом воздух, на этом вишневого цвета ковре будуара, и участь человеческой расы и всей земной жизни завершится. Долгое время, в настроении слишком торжественном для слов, мы смотрели на этот трагический мир. «Там горит дом», — произнес наконец Челленджер, указывая на столб дыма, поднимавшийся над деревьями. «Я ожидаю, что таких будет много, возможно, целые города окажутся в огне, если учесть, сколько людей могло упасть с зажженным огнем в руках. Сам факт горения достаточен, чтобы показать, доля кислорода в атмосфере нормальна, и виной всему именно эфир. А, вот посмотрите, еще одно пламя на вершине Кроубера-Хилл. Если я не ошибаюсь, это здание гольф-клуба. Вот и церковные часы бьют час. Нашим философам было бы интересно узнать, что созданный человеком механизм пережил расу, которая его создала. «Клянусь Георгием!» — воскликнул лорд Джон, взволнованно поднимаясь со своего стула. «Что это за клубы дыма?» «Это поезд». Мы услышали его рокот, и вскоре он влетел в поле нашего зрения, мчась на то, что показалось мне потрясающей скоростью. Откуда он взялся или как далеко уехал, мы не могли знать. Только благодаря какому-то чуду везения он мог преодолеть хоть какое-то расстояние. Но теперь нам предстояло увидеть ужасный конец его пути. На путях неподвижно стоял состав с угольными вагонами. Мы затаили дыхание, когда экспресс промчался по тому же пути. Столкновение было ужасным. Паровоз и вагоны громоздились в гору из щепок дерева и скрученного железа. Красные вспышки пламени заплясали над обломками, пока все не охватил пожар. Полчаса мы сидели, едва обмениваясь словами, оглушенные этим колоссальным зрелищем. «Бедные, бедные люди!» — воскликнула, наконец, миссис Челленджер, с хныканьем прижимаясь к руке мужа. «Моя дорогая, пассажиры в этом поезде были не более живыми, чем уголь, в который они врезались, или углерод, которым они теперь стали», — сказал Челленджер, успокаивающе поглаживая ее руку. «Это был поезд живых, когда он покидал вокзал Виктория,
но им управляли мертвецы и везли мертвецов задолго до того, как он встретил свою судьбу. «По всему миру должно происходить то же самое», — сказал я, когда перед моими глазами возникло видение странных событий. Подумайте о кораблях в море, как они будут плыть дальше и дальше, пока не погаснут типки или пока они на полном ходу не вылетят на какой-нибудь пляж. Парусные корабли тоже, как они будут метаться со своими грузами мертвых матросов, пока их бревна гниют, а швы протекают, пока один за другим они не уйдут под воду. Возможно, через столетия Атлантика все еще будет усеяна старыми дрейфующими заброшенными судами. «И люди в угольных шахтах», — произнес Саммерли с мрачным смешком. «Если геологам когда-нибудь случайно доведется снова жить на Земле, у них будут очень странные теории о существовании человека в каменноугольных пластах». «Я не претендую на знание таких вещей», — заметил лорд Джон, «но мне кажется, что после этого Земля будет сдаваться пустой. Как только наша человеческая толпа сотрется с ее лица, как она вообще сможет ожить снова?» «Мир и раньше был пуст», — серьезно ответил Челленджер. «По законам, которые в своем зарождении находятся вне и выше нас, он стал населенным. Почему бы тому же процессу не повториться снова?» «Мой дорогой Челленджер, вы же не серьезно?» «У меня нет привычки, профессор Саммерли, говорить вещи, которые я не имею в виду. Это замечание тривиально». С этими словами его борода выдвинулась вперед, а веки опустились. «Что ж, вы жили упрямым догматиком и намерены умереть им», — хмуро сказал Саммерли. «А вы, сэр, жили лишенным воображения противником прогресса и теперь уже никогда не сможете из этого выбраться. Ваши худшие критики никогда не обвинят вас в отсутствии воображения», — парировал Саммерли. «Честное слово». Вмешался лорд Джон. «Это было бы так похоже на вас, если бы вы потратили наш последний глоток кислорода на оскорбление друг друга. Какое значение имеет, вернутся ли люди или нет? Это наверняка произойдет не в наше время». «Этим замечанием, сэр, вы выдаете свои собственные весьма выраженные ограничения», — строго произнес Челленджер. «Истинный научный ум не должен быть связан с собственными условиями времени и пространства. Он строит себе обсерваторию, возведенную на границе настоящего, которая отделяет бесконечное прошлое от бесконечного будущего. С этого надежного поста он совершает свои вылазки даже к началу и к концу всех вещей. Что касается смерти, то научный ум умирает на своем посту, работая в обычном и методичном режиме до самого конца. Он игнорирует такую мелкую вещь, как собственный физический распад, так же полностью, как и все другие ограничения в мире материи. «Я прав, профессор Саммерли?» Саммерли проворчал нелюбезное согласие. «С определенными оговорками я согласен», — сказал он. «Идеальный научный ум», — продолжил Челленджер, я говорю о нем в третьем лице, чтобы не казаться слишком самодовольным. Идеальный научный ум должен быть способен продумать до конца вопрос абстрактного знания в интервале между падением его владельца из воздушного шара и его соприкосновением с Землей. Люди такой крепкой породы необходимы, чтобы составить ряды покорителей природы и телохранителей истины. «Мне кажется, на этот раз природа оказалась сильнее», — заметил лорд Джон, глядя в окно. «Я читал несколько передовых статей о том, как вы, господа, управляете ею, но сейчас она возвращает себе свое. Это всего лишь временная неудача», — с убежденностью произнес Челленджер. «Несколько миллионов лет, что они значат в великом цикле времени?» Растительный мир, как вы можете видеть, выжил. Посмотрите на листья этого платана. Птицы мертвы, но растение процветает. Из этой растительной жизни в пруду и на болоте со временем появятся крошечные ползающие микроскопические слизни, которые станут первопроходцами той великой армии жизни, в которой в данный миг нам пятерым выпала необычайная обязанность служить арьергардом. Как только низшая форма жизни укрепится, конечное пришествие человека станет столь же неизбежным, как рост дуба из желудя.
старый круг замкнется еще раз. Но яд? Спросил я. Разве он не уничтожит жизнь в зародыше? Яд может быть всего лишь стратой или слоем в эфире, удушливым гольфстримом, пересекающим тот могучий океан, в котором мы плаваем. Или же выработается устойчивость, и жизнь приспособится к новым условиям. Сам факт того, что при сравнительно небольшом перенасыщении нашей крови кислородом мы можем противостоять ему, безусловно, является доказательством того, что не потребуется никаких очень больших изменений, чтобы позволить животному миру переносить его. Горящий дом за деревьями вспыхнул пламенем. Мы видели, как высокие языки огня взметались в воздух. «Это довольно ужасно», — пробормотал лорд Джон, выглядя более потрясенным, чем я когда-либо его видел. «Ну, в конце концов, какое это имеет значение?» Заметил я, мир мертв. Кремация, безусловно, лучшее погребение. Это сократит наши дни, если загорится этот дом. «Я предвидел эту опасность», — сказал Челленджер, и попросил жену предостеречь нас от нее. «Все в полной безопасности, дорогой». Но моя голова снова начинает пульсировать. Какая ужасная атмосфера. «Мы должны ее обновить», — произнес Челленджер. Он наклонился над своим баллоном с кислородом. «Он почти пуст», — констатировал он. «Его хватило нам примерно на 3,5 часа. Сейчас уже около 8 часов вечера. Мы спокойно переживем ночь. Я ожидаю конца примерно в 9 часов завтрашнего утра. Мы увидим один восход солнца, который будет принадлежать только нам». Он включил свой второй баллон и на полминуты открыл фрамугу над дверью. Затем, когда воздух стал заметно лучше, но наши собственные симптомы обострились, он снова закрыл ее. «К слову сказать», — промолвил он, — «человек живет не одним кислородом. Время ужина уже прошло. Я уверяю вас, господа, что, приглашая вас к себе домой на то, что, как я надеялся, станет интересным воссоединением, я намеревался сделать так, чтобы моя кухня оправдала себя. Однако мы должны делать то, что можем. Я уверен, вы согласитесь со мной, что было бы безумием слишком быстро расходовать наш воздух, зажигая керосинку. У меня есть небольшой запас холодного мяса, хлеба и солений, которые вместе с парой бутылок кларета вполне могут сослужить нам службу. Спасибо, моя дорогая, теперь, как и всегда, ты королева хозяек». Поразительно, с каким чувством собственного достоинства и приличия, свойственными британской экономке, эта дама за несколько минут преобразила обеденный стол, застелила его белоснежной скатертью, разложила салфетки и расставила угощения со всей элегантностью цивилизованного общества, поставив в центре даже электрическую лампу. Поразительно и то, что у нас проснулся зверский аппетит. «Это мерило наших эмоций», — произнес Челленджер с тем оттенком снисходительности, с которым он обычно подходил к объяснению простейших фактов с позиции своего научного разума. «Мы пережили великий кризис. Это означает молекулярное потрясение. А оно, в свою очередь, влечет за собой потребность в восстановлении сил. Великое горе или великая радость должны вызывать сильный голод, а вовсе не отказ от пищи, как пытаются внушить нам романисты. Вот почему деревенские жители устраивают пышные пиршества на похоронах, предположил я. Совершенно верно. Наш молодой друг подобрал прекрасную иллюстрацию. Позвольте предложить вам еще кусочек языка. «У дикарей то же самое», — сказал лорд Джон, разрезая говядину. «Я видел, как они хоронили вождя на реке Арувими, так они съели бегемота, который весил, наверное, не меньше, чем целое племя. А в Новой Гвинее некоторые съедают самого покойника, просто чтобы, так сказать, закончить все дела. Что ж, из всех поминальных трапез на этой земле, полагаю, та, что мы проводим сейчас, самая странная.
«Самое удивительное», — произнесла миссис Челленджер, «что я не могу почувствовать скорби по тем, кто ушел. Там, в Битфорде, остались мои отец и мать. Я знаю, что они мертвы, и все же в этой чудовищной вселенской трагедии я не чувствую острой боли ни по кому, даже по ним. А моя старая мать в своем домике в Ирландии», — сказал я. Я вижу ее перед глазами. В своей шали и кружевном чепце она откинулась в старом кресле с высокой спинкой у окна, а рядом лежат очки и книга. Почему я должен скорбеть о ней? Она ушла, я тоже ухожу, и, возможно, в иной жизни я буду ближе к ней, чем Англия к Ирландии. И все же мне горько думать, что этого дорогого тела больше нет. Что касается тела, заметил Челленджер, мы же не скорбим по остриженным ногтям или со стриженным прядям волос, хотя когда-то они были частью нас. Одноногий человек не проливает слез по утраченной конечности. Физическое тело скорее было для нас источником боли и усталости. Оно — постоянный показатель наших ограничений. Почему же тогда нас должно волновать его отделение от нашего духовного начала? «Если их вообще можно отделить», — проворчал Саммерли. «Но как бы то ни было, всеобщая смерть — это ужасно». «Как я уже объяснял», — сказал Челленджер, «всеобщая смерть по своей природе должна быть гораздо менее ужасной, чем одиночная». «В бою то же самое», — заметил лорд Джон. «Если увидишь одного человека, лежащего на полу с проломленной грудью и дырой в лице, тебя стошнит. Но я видел 10 тысяч человек, лежащих на земле в Судане, и это не вызвало во мне подобных чувств». Когда творишь историю, жизнь любого человека — слишком мелкая вещь, чтобы о ней переживать. Когда миллиард человек уходит одновременно, как это случилось сегодня, ты просто не можешь выделить кого-то своего из толпы. «Хотела бы я, чтобы все это поскорее закончилось», — с тоской произнесла дама. «А, Джордж, мне так страшно. Ты будешь храбрее всех нас, милая, когда настанет время. Я был ворчливым стариком-мужем, дорогая, но ты помни просто, что Джордж Эдвард Челленджер был таким, каким его создали, и ничего не мог с собой поделать. В конце концов, ты бы не выбрала никого другого?» «Никого в целом мире, дорогой», — сказала она и обняла его за массивную шею. Мы втроем подошли к окну и застыли, пораженные представшей перед нами картиной. Наступила тьма, и мертвый мир погрузился в сумрак. Но прямо вдоль южного горизонта тянулась одна длинная, яркая багряная полоса, которая пульсировала, то разгораясь до ярко-алого зенита, то затухая до светящейся огненной черты. «Льюис в огне!» — вскрикнул я. «Нет, это горит Брайтон», — произнес Челленджер, подходя к нам. «Вы можете видеть изогнутые спины холмов на фоне этого зарева. Пожар бушует в нескольких милях по ту сторону от них. Должно быть, весь город охвачен огнем». В разных точках виднелось еще несколько красных отблесков, а груда обломков на железнодорожных путях все еще мрачно тлела, но все они казались лишь крошечными точками света по сравнению с тем чудовищным пожарищем, что пульсировало за холмами. Какой материал получился бы из всего этого для газет? Был ли когда-нибудь у журналиста такой шанс и так мало возможностей им воспользоваться, сенсация из сенсаций, и некому ее оценить? И тут вдруг старый инстинкт фиксации событий овладел мной. Если эти люди науки могли быть так верны делу своей жизни до самого конца, почему бы и мне, на моем скромном поприще, не проявить такое же постоянство? Ни один человеческий глаз, возможно, никогда не увидит того, что я сделал. Но долгую ночь нужно было как-то пережить, а для меня, по крайней мере, о соннике не могло быть и речи. Мои заметки помогли бы скоротать эти томительные часы и занять мои мысли. Вот почему сейчас передо мной лежит записная книжка с исписанными страницами, сумбурно набросанными на коленях в тусклом, угасающем свете нашего единственного электрического фонарика. Обладая я литературным талантом, они могли бы оказаться достойными этого момента.
Но даже в таком виде они все еще могут послужить тому, чтобы донести до других умов затяжные переживания и содрогания той ужасной ночи. Глава 4. Дневник умирающего. Как странно выглядят слова, нацарапанные на верхушке пустой страницы моей книги. Еще более странно то, что написал их я, Эдвард Мэлоун, тот самый человек, который всего 12 часов назад покинул свои комнаты в Стритеме, не помышляя о тех чудесах, что принесет этот день. Я оглядываюсь назад на цепь событий, мое интервью с Маккардлом, первое тревожное сообщение Челленджера в газете «Таймс», нелепое путешествие в поезде, приятный обед, катастрофа. И вот к чему все пришло: мы остались одни на пустой планете, и наша участь настолько предрешена, что я могу воспринимать эти строки, написанные в силу механической профессиональной привычки и не предназначенные для человеческих глаз, как слова того, кто уже мертв. Ведь он стоит так близко к окутанной тенями границе, за которую все, кто находится вне этого маленького круга друзей, уже ушли. Я чувствую, насколько мудрыми и правдивыми были слова Челленджера, когда он сказал, что настоящая трагедия заключалась бы в том, чтобы остаться в живых, когда все благородное, доброе и прекрасное уже исчезло. Но такой опасности, безусловно, нет. Наш второй баллон с кислородом уже подходит к концу. Мы можем сосчитать жалкие остатки наших жизней почти до минуты. Только что мы прослушали лекцию, длившуюся добрую четверть часа. Ее читал Челленджер, который был так взволнован, что ревел и гремел, словно обращался к своим старым оппонентам, скептикам-ученым в Куинс-Холле. У него, безусловно, была странная аудитория, жена, которая совсем соглашалась, совершенно не понимая сути его слов, Саммерли, сидевший в тени, ворчливый и критически настроенный, но заинтересованный, лорд Джон, полулежащий в углу, которому все происходящее было несколько скучно, и я сам, сидящий у окна и наблюдающий за сценой с неким отстраненным вниманием. Будто это был сон или нечто, что не имеет ко мне ровным счетом никакого личного отношения. Челленджер сидел за центральным столом, и электрический свет освещал препарат под микроскопом, который он принес из своей гардеробной. Маленький яркий круг белого света от зеркала оставлял половину его грубого, бородатого лица в сиянии, а половину — в глубочайшей тени. Похоже, в последнее время он работал над изучением низших форм жизни, и сейчас его привело в восторг то, что в образце, сделанном накануне, он обнаружил живую амебу. «Вы можете убедиться в этом сами», — повторял он в великом волнении. «Саммерли, не будете ли вы так любезны подойти и удостовериться?» «Мэлоун, вы не могли бы подтвердить мои слова?» Маленькие веретенообразные предметы в центре — это диатомовые водоросли, их можно не брать в расчет, так как они, скорее, относятся к царству растений, а не животных. Но с правой стороны вы увидите несомненную амебу, которая вяло движется по полю зрения. Верхний винт — это точная настройка. Посмотрите сами. Саммерли подошел и выразил согласие. Я тоже взглянул и заметил маленькое существо, которое выглядело так, словно было сделано из матового стекла и медленно перетекало по освещенному кругу. Лорд Джон был готов поверить ему на слово. «Я не ломаю голову над тем, жива она или мертва», — сказал он. «Мы даже в лицо друг друга не знаем, так почему я должен принимать это близко к сердцу? Не думаю, что она сама переживает о состоянии нашего здоровья». Я рассмеялся, а Челленджер посмотрел в мою сторону своим самым холодным и высокомерным взглядом. Это был по-настоящему леденящий душу опыт. «Легкомыслие полуобразованных людей более вредно для науки, чем тупость невежд», — произнес он. Если бы лорд Джон Рокстон соизволил. «Мой дорогой Джордж, не будь таким вспыльчивым», — прервала его жена, положив руку на черную гриву, которая свисала над микроскопом. «Разве имеет значение, жива амеба или нет?» «Это имеет огромное значение», — буркнул Челленджер. «Что ж, давайте послушаем, в чем дело»,
— отозвался лорд Джон с добродушной улыбкой. «Мы можем поговорить об этом так же, как и о чем угодно другом. Если вы считаете, что я отнесся к этой штуке слишком пренебрежительно или как-то задел ее чувства, я приношу извинения». Со своей стороны заметил Саммерли скрипучим, спорщицким голосом: «Я не понимаю, почему вы придаете такое значение тому, что существо живо. Оно находится в той же атмосфере, что и мы, поэтому, естественно, яд на него не действует. Если бы оно было за пределами этой комнаты, оно было бы мертво, как и все остальное живое». «Ваше замечание, мой добрый Саммерли», — сказал Челленджер с невероятным снисхождением, «а если бы я мог запечатлеть это властное, высокомерное лицо в ярком круге отражения от зеркала микроскопа, показывают, что вы не до конца понимаете ситуацию». Этот образец был закреплен вчера и герметично запечатан. Никакой наш кислород не может проникнуть к нему. Но эфир, разумеется, проник, как и во все другие точки Вселенной. Следовательно, амеба пережила отравление. Таким образом, мы можем утверждать, что каждая амеба за пределами этой комнаты, вопреки вашим ошибочным утверждениям, на самом деле выжила после катастрофы. «Что ж, даже теперь я не испытываю желания ликовать по этому поводу», — сказал лорд Джон. «Какая разница?» «Разница вот в чем: мир остается живым, а не мертвым. Если бы у вас было научное воображение, вы бы мысленно перенеслись на несколько миллионов лет вперед, это лишь мгновение в бесконечном потоке времени, и увидели бы, как весь мир снова изобилует животной и человеческой жизнью, которая возродится из этого крошечного корня. Вы видели степной пожар, когда пламя выжигает каждый след травы или растения на поверхности земли, оставляя лишь почерневшую пустошь. Вы подумали бы, что это место навсегда останется пустыней. Однако корни жизни остались, и через несколько лет, проходя мимо, вы уже не сможете определить, где были черные следы. В этом крошечном существе скрыты корни жизни животного мира, и благодаря своему внутреннему развитию и эволюции оно со временем непременно уничтожит все следы этого несравнимого кризиса, в котором мы сейчас оказались. «Чрезвычайно интересно», — произнес лорд Джон, наклонившись и заглядывая в микроскоп. «Забавный малыш, чтобы занимать первое место среди семейных портретов. У него на груди отличная большая пуговица. Темный объект — это его ядро», — сказал Челленджер с видом няньки, обучающий младенца буквам. «Что ж, нам не стоит чувствовать себя одинокими», — рассмеялся лорд Джон. «На Земле есть кто-то живой, кроме нас». «Вы принимаете как должное, Челленджер», — сказал Саммерли, «что мир был создан для того, чтобы порождать и поддерживать человеческую жизнь». «Ну, сэр, а какую цель предложите вы?» — спросил Челленджер, ощетинившись при малейшем намеке на противоречие. «Иногда мне кажется, что это лишь чудовищное тщеславие человечества заставляет нас думать, будто вся эта сцена была воздвигнута лишь для того, чтобы мы могли по ней расхаживать. Мы не можем быть догматичными в этом вопросе, но, по крайней мере, без того, что вы рискнули назвать чудовищным тщеславием, мы можем с уверенностью сказать, что являемся высшими существами в природе. Высшими, о которых мы имеем представление. Это, сэр, само собой разумеется. Подумайте обо всех миллионах и, возможно, миллиардах лет, в течение которых Земля пустовала в космосе, или, если не пустовала, то, по крайней мере, не подавала признаков человеческой жизни. Подумайте об этом, омываемая дождями, опаляемая солнцем и продуваемая ветрами на протяжении этих бесчисленных эпох. Человек появился лишь вчера, если говорить о геологическом времени. Почему же тогда мы считаем само собой разумеющимся, что вся эта грандиозная подготовка велась ради нашего блага? Ради чего же тогда, или ради чего? Саммерли пожал плечами. Как мы можем знать? Ради какой-то причины, совершенно выходящей за пределы нашего понимания, человек мог быть простой случайностью, побочным продуктом эволюции.
Это как если бы пена на поверхности океана вообразила, что океан был создан, чтобы породить и поддержать ее, или как мышь в соборе подумала, что здание было возведено исключительно как ее законное жилище. Я записал их слова слово в слово, но теперь их беседа выродилась в шумную перепалку с обилием многосложного научного жаргона с обеих сторон. Безусловно, это привилегия — слышать, как два таких ума обсуждают высочайшие вопросы, но поскольку они пребывают в постоянном разногласии, простые люди, вроде лорда Джона и меня, извлекают мало пользы из этого зрелища. Они нейтрализуют аргументы друг друга, и мы остаемся в том же положении, в котором нас нашли. Теперь гам стих, Саммерли свернулся в своем кресле, а Челленджер, продолжая крутить винты микроскопа, издает непрерывный низкий, глубокий, невнятный рокот, подобный морю после шторма. Лорд Джон подходит ко мне, и мы вместе смотрим в ночную мглу. На небе бледная молодая луна, последняя луна, на которую когда-либо смотрели человеческие глаза, и звезды светят необычайно ярко. Даже в прозрачном воздухе плоскогорья в Южной Америке я никогда не видел их более сияющими. Возможно, это эфирное изменение как-то влияет на свет. Погребальный костер Брайтона все еще пылает, а в западной части неба виднеется очень отдаленное алое пятно, что может означать беду в Арунделе или Чичестере, возможно, даже в Портсмуте. Я сижу, размышляю и время от времени делаю заметки. В воздухе разлита сладкая меланхолия. Юность, красота, рыцарство и любовь. Неужели это все? Земля под звездами кажется страной грез и мирного покоя. Кто мог бы представить ее как ужасную Голгофу, усеянную телами человеческого рода? Внезапно я ловлю себя на том, что смеюсь. «Эй, дружище!» — говорит лорд Джон, с удивлением глядя на меня. В наши тяжелые времена шутка нам бы не помешала. Что же тебя рассмешило? Я думал обо всех великих нерешенных вопросах, отвечаю я, о вопросах, на которые мы потратили столько труда и размышлений. Вспомните, к примеру, об англо-германском соперничестве или о Персидском заливе, которому мой старый начальник был так неравнодушен. Кто бы мог подумать, когда мы так волновались и переживали, как они будут решены в конечном итоге. Мы снова замолкаем. Мне кажется, каждый из нас думает о друзьях, которые ушли раньше. Миссис Челленджер тихо рыдает, а муж что-то шепчет ей. Мой разум обращается ко всем самым неожиданным людям, и я вижу каждого из них лежащим бледным и неподвижным, как бедный Остин во дворе. Там, например, Маккардл. Я точно знаю, где он, лицом на письменном столе, а рука на телефонном аппарате, как раз в тот момент, когда я услышал, как он упал. Бомонт, редактор, тоже, полагаю, он лежит на сине-красном турецком ковре, который украшал его кабинет. А ребята из комнаты репортеров, Макдонна, Мюрри и Бонд? Они, несомненно, погибли в разгар работы со сжатыми в руках блокнотами, полными ярких впечатлений и странных происшествий. Я мог бы представить, как одного из них отправили бы к врачам, другого — в Вестминстер, а третьего — в собор Святого Павла. Какие великолепные заголовки они могли видеть в своем последнем прекрасном видении, которым не суждено было воплотиться в типографской краске. Я мог бы представить Макдонну среди врачей, надежды на Харли-стрит, у Мака всегда была слабость к аллитерациям. Интервью с мистером Соли Уилсоном. Знаменитый специалист говорит: никогда не отчаивайтесь. Наш специальный корреспондент нашел выдающегося ученого сидящим на крыше, куда он отступил, чтобы избежать толпы испуганных пациентов, штурмовавших его жилище. С манерой, которая ясно показывала, что он осознает всю огромную важность момента, знаменитый врач отказался признать, что все пути к надежде закрыты. Вот так бы начал Мак. А еще был Бонд, он, вероятно, писал бы о соборе Святого Павла. Он гордился своим литературным стилем. Боже мой, какая тема для него!
Стоя на маленькой галерее под куполом и глядя вниз на эту плотную массу отчаявшихся людей, присмыкающихся в это последнее мгновение перед силой, которую они так упорно игнорировали, я услышал, как из колеблющейся толпы донесся такой низкий стон мольбы и ужаса, такой содрогающийся крик о помощи к неведомому, что, и так далее. Да, это был бы великолепный финал для репортера, хотя он, как и я, умер бы, так и не использовав свои сокровища. Чтобы не отдал Бонд, бедняга, чтобы увидеть инициалы Джоули ХБ в конце такой колонки? Но что за бред я пишу? Это просто попытка скоротать утомительное время. Миссис Челленджер ушла во внутреннюю гардеробную, и профессор говорит, что она спит. Он делает записи и просматривает книги за центральным столом так спокойно, словно впереди у него годы размеренной работы. Он пишет очень шумным пером, которое, кажется, насмешливо скрипит в адрес всех, кто с ним не согласен. Саммерли уснул в своем кресле и время от времени издает особенно раздражающий храп. Лорд Джон откинулся назад, руки в карманах, глаза закрыты. Как люди могут спать в таких условиях, ума не приложу. 3 часа 30 минут утра. Я только что проснулся от неожиданности. Когда я делал последнюю запись, было 5 минут 12. Помню, как заводил часы и отмечал время. Значит, я потратил впустую около 5 часов из того короткого отрезка времени, что нам остался. Кто бы мог поверить, что это возможно. Но я чувствую себя гораздо бодрее и готов к своей участи, или пытаюсь убедить себя, что готов. И все же, чем здоровее человек и чем выше его жизненный тонус, тем больше он должен страдать перед лицом смерти. Как мудра и милосердна та природа, при которой земной якорь человека обычно ослабляется множеством мелких, незаметных рывков, пока его сознание не ускользнет из непригодной земной гавани в Великое море за ее пределами. Миссис Челленджер все еще в гардеробной. Челленджер заснул в своем кресле. Какая картина! Его огромная фигура откинута назад, огромные волосатые руки сложены на жилете, а голова наклонена так, что я не вижу ничего, кроме спутанной щетины роскошной бороды. Он вздрагивает от вибрации собственного храпа. Саммерли добавляет свой периодически высокий тенор к звучному басу Челленджера. Лорд Джон тоже спит, его длинное тело согнуто в кресле-корзине. Первый холодный свет рассвета проникает в комнату, и все вокруг серое и скорбное. Я смотрю на восход солнца, тот роковой восход, который будет светить на обезлюдевший мир. Человеческий род исчез, угас за один день, но планеты продолжают вращаться, приливы поднимаются и спадают, ветер шепчет, и вся природа идет своим чередом, вплоть до самой амебы, не подавая ни единого знака о том, что тот, кто называл себя властелином творения, когда-либо благословлял или проклинал Вселенную своим присутствием. Внизу, во дворе, лежит Остин, раскинув конечности, его лицо белеет в рассветных сумерках, а наконечник шланга все еще торчит из его мертвой руки. Все человечество олицетворяет эта полукомичная и полутрагичная фигура, лежащая так беспомощно рядом с машиной, которой она когда-то управляла. На этом заканчиваются заметки, которые я вел в то время. В дальнейшем события развивались так стремительно и были настолько мучительны, что мне уже было не до записей, но они остались в моей памяти настолько четко, что ни одна деталь не ускользнула. Удушье в горле заставило меня взглянуть на баллоны с кислородом, и я испугался того, что увидел. Песок в часах наших жизней был на исходе. Ночью Челленджер переключил трубку с 3-го баллона на 4-й. Теперь стало ясно, что и он почти пуст. Ужасное чувство стеснения в груди усиливалось. Я подбежал, отвинтил наконечник и переключил его на наш последний запас. Даже делая это, я чувствовал укол совести, ибо думал, может быть, если бы я не трогал их, они могли бы уйти из жизни во сне? Впрочем, эту мысль прогнал голос дамы из соседней комнаты. «Джордж, Джордж, я задыхаюсь».
«Все хорошо, миссис Челленджер», — ответил я, когда остальные вскочили на ноги. Я только что подключил свежий запас. Даже в такой момент я не мог не улыбнуться, глядя на Челленджера. С огромными волосатыми кулаками у глаз он был похож на громадного бородатого младенца, только что пробудившегося от сна. Саммерли дрожал, словно человек в лихорадке. Осознав свое положение, он на мгновение утратил стоицизм, присущий людям науки, и поддался чисто человеческому страху. Лорд Джон, однако, был так же спокоен и собран, словно его только что разбудили в охотничье утро. «Пятый и последний», — сказал он, бросив взгляд на баллон. «Скажите, дружище, только не говорите мне, что вы записывали свои впечатления в ту бумагу у себя на коленях. Просто несколько заметок, чтобы скоротать время». Что ж, не думаю, что кто-то, кроме ирландца, стал бы заниматься этим. Полагаю, вам придется подождать, пока подрастет ваш младший брат, Амеба, прежде чем вы найдете читателя. Кажется, его сейчас мало что занимает. Ну, господин профессор, каковы прогнозы? Челленджер смотрел на огромные полосы утреннего тумана, лежащие над ландшафтом. Местами лесистые холмы возвышались над этим пушистым морем, словно конические острова. «Это могло бы быть погребальным саваном», — сказала миссис Челленджер, вошедшая в халате. «Джордж, помнишь твою песню «Прощай, старое, встречай новое»?» Она оказалась пророческой. Но вы дрожите, мои бедные, дорогие друзья. Я всю ночь была в тепле под одеялом, а вы мерзли в своих креслах. Но я сейчас все исправлю. Храбрая маленькая женщина поспешила прочь, и вскоре мы услышали свист чайника. Вскоре она вернулась с подносом, на котором стояло 5 чашек дымящегося какао. «Выпейте», — сказала она. «Вам станет намного лучше». И мы выпили. Саммерли спросил, можно ли закурить трубку, и мы все задымили сигаретами. Думаю, это успокоило наши нервы, но это было ошибкой, так как в душной комнате образовалась ужасная атмосфера. Челленджеру пришлось открыть вентиляционное отверстие. «Сколько времени осталось, Челленджер?» — спросил лорд Джон. «Возможно, 3 часа», — ответил он, пожав плечами. «Раньше я боялась», — сказала его жена. «Но чем ближе конец, тем легче становится. Не думаете ли вы, что нам стоит помолиться, Джордж?» «Ты можешь молиться, дорогая, если хочешь», — очень нежно ответил великан. «У каждого из нас свои способы молитвы. Мой — это полное смирение перед всем, что пошлет мне судьба, радостное смирение. Высшая религия и высшая наука, кажется, сходятся в этом. Я не могу по правде назвать свой душевный настрой смирением, а тем более радостным смирением», — проворчал Саммерли, попыхивая трубкой. «Я смиряюсь лишь потому, что вынужден. Признаюсь, мне хотелось бы прожить еще год, чтобы закончить классификацию окаменелости меловой системы. Твоя незаконченная работа — сущий пустяк», — напыщенно заметил Челленджер, по сравнению с тем фактом, что мой собственный главный труд — «Лестница жизни», все еще на начальной стадии. Мой мозг, мои знания, мой опыт, по сути, все мое уникальное снаряжение должны были быть сжаты в этот эпохальный том. И все же, как я и сказал, я смиряюсь. «Полагаю, у всех нас остались какие-то незаконченные дела», — сказал лорд Джон. «А у вас, дружище?» «Я работал над книгой стихов», — ответил я. «Что ж, мир в любом случае от этого спасен», — сказал лорд Джон. «Если поискать, всегда можно найти какую-то компенсацию». «А как насчет вас?» — спросил я. Что ж, так получилось, что я все привел в порядок и был готов. Я обещал Меривейлу отправиться весной в Тибет за снежным барсом. Но это тяжело для вас, миссис Челленджер, ведь вы только что построили этот милый дом.
Там, где Джордж, там и мой дом. Ну а, чего бы я только не отдала за одну последнюю прогулку вместе, на свежем утреннем воздухе, по этим прекрасным холмам. Наше сердце вторили ее словам. Солнце пробилось сквозь марлевую завесу тумана, и весь широкий Уилд озарился золотым светом. Сидя в нашей темной и отравленной атмосфере, этот великолепный, чистый, продуваемый ветрами край казался самой мечтой о красоте. Миссис Челленджер протянула к нему руку, охваченная тоской. Мы пододвинули кресло и сели полукругом у окна. Воздух стал совсем тяжелым. Мне казалось, что тени смерти сгущаются вокруг нас, последних представителей нашего рода. Это было похоже на невидимый занавес, опускающийся со всех сторон. «Тот баллон держится не очень хорошо», — сказал лорд Джон, тяжело хватая ртом воздух. «Количество содержимого в нем непостоянно», — сказал Челленджер, «все зависит от давления и тщательности, с которыми его заправляли». «Я склонен согласиться с вами, Рокстон, этот баллон неисправен». «Значит, нас собираются обмануть, лишив последнего часа нашей жизни», — горько заметил Саммерли. Превосходная финальная иллюстрация той грязной эпохи, в которую мы жили. Что ж, Челленджер, самое время, если вы хотите изучить субъективные явления физического распада. «Сядь на табурет у моих колен и дай мне руку», — сказал Челленджер своей жене. «Полагаю, друзья мои, что дальнейшее пребывание в этой невыносимой атмосфере едва ли целесообразно. Ты ведь не хочешь этого, дорогая?» Его жена тихо застонала и прижалась лицом к его ноге. «Я видел, как люди купались в серпентайне зимой», — сказал лорд Джон. «Когда остальные уже в воде, видишь одного или двух, дрожащих на берегу и завидующих тем, кто уже нырнул. Последним приходится хуже всего. Я обеими руками за то, чтобы прыгнуть вниз головой и покончить с этим. Вы хотите открыть окно и встретиться с эфиром? Лучше быть отравленным, чем задохнуться». Саммерли кивнул в знак неохотного согласия и протянул свою худую руку Челленджеру. «У нас бывали ссоры в свое время, но все это позади», — сказал он. «Мы были добрыми друзьями и в глубине души уважали друг друга. Прощайте. Прощайте, дружище», — сказал лорд Джон. «Окно заделано. Его не открыть». Челленджер наклонился, поднял жену и прижал ее к своей груди, а она обвила руками его шею. «Дайте мне тот полевой бинокль, Мэлоун», — сказал он серьезно. Я подал его ему. «В руки силы, создавшей нас, мы возвращаем себя». Прокричал он своим громоподобным голосом, и с этими словами он швырнул бинокль в окно. Прямо в наши раскрасневшиеся лица, и еще до того, как затих последний звон падающих осколков, хлынуло живительное дыхание ветра, сильное и сладкое. Не знаю, сколько времени мы просидели в изумленном молчании. Затем, словно во сне, я снова услышал голос Челленджера. «Мы вернулись к нормальным условиям», — воскликнул он. «Мир миновал пояс ядовитого эфира, но только мы одни из всего человечества спасены». Глава 5. Мертвый мир. Я помню, как мы все сидели, хватая ртом воздух, а свежий, влажный юго-западный бриз, пришедший с самого моря, развивал муслиновые занавески и охлаждал наши раскрасневшиеся лица. Интересно, сколько времени мы так просидели? Никто из нас впоследствии не мог прийти к единому мнению на этот счет. Мы были ошеломлены, потрясены и находились в полусознательном состоянии. Мы все подготовили свое мужество к смерти, но этот пугающий и внезапный новый факт, что мы должны продолжать жить после того, как исчез народ, которому мы принадлежали, поразил нас, словно удар физической силы, и поверг в полное бессилие. Затем постепенно наш внутренний механизм начал движение снова, зашумели шестеренки памяти, мысли начали переплетаться в наших умах.
Мы увидели с яркой, безжалостной ясностью связь между прошлым, настоящим и будущим, жизни, которые мы вели, и жизни, которые нам теперь предстояло прожить. Наши глаза в немом ужасе обратились к глазам наших спутников и встретили тот же самый ответный взгляд. Вместо радости, которую, как можно было ожидать, должны были испытать люди, так чудом избежавшие неминуемой смерти, нас накрыла страшная волна глубочайшей депрессии. Все на земле, что мы любили, было смыто в великий, бесконечный, неведомый океан, и теперь мы оказались выброшены на этот необитаемый остров мира, без спутников, надежд и стремлений. Еще несколько лет прозябания, словно шакалы среди могил человеческого рода, а затем наступит наш собственный, запоздалый и одинокий конец. «Это ужасно, Джордж, ужасно!» — воскликнула леди, рыдая в отчаянии. «Если бы мы только ушли вместе с остальными». «А зачем ты спас нас?» «Я чувствую, будто это мы мертвы, а все остальные живы». Огромные брови Челленджера сдвинулись в сосредоточенном раздумье, пока его массивная волосатая ладонь сжимала протянутую руку жены. Я заметил, что она всегда протягивала к нему руки в беде, как ребенок к своей матери. «Не будучи фаталистом до такой степени, чтобы отрицать сопротивление, — сказал он, — я всегда находил, что высшая мудрость заключается в согласии с тем, что есть на самом деле». Он говорил медленно, и в его звучном голосе вибрировало глубокое чувство. «Я не согласен с этим», — твердо сказал Саммерли. «Я не вижу разницы, соглашаетесь вы или нет», — заметил лорд Джон. «Вы должны принять это, сражаетесь ли вы или сдаетесь, так какая разница?» Не припомню, чтобы кто-то спрашивал нашего разрешения перед тем, как все это началось, и вряд ли кто-то спросит сейчас. Так какое значение имеет то, что мы об этом думаем? В этом вся разница между счастьем и несчастьем, сказал Челленджер с отсутствующим выражением лица, продолжая поглаживать руку жены. Вы можете плыть по течению и иметь покой в разуме и душе, или вы можете идти наперекор ему и быть избитым и уставшим. Это дело выше нас, поэтому давайте примем его как данность и больше не будем говорить об этом. Но что нам, в конце концов, делать со своими жизнями? Спросил я, в отчаянии обращаясь к голубому пустому небу. Что, например, делать мне? Газет больше нет, значит, моему призванию пришел конец. А стрелять больше ни в кого и воевать больше ни с кем, значит, пришел конец и моему занятию, сказал лорд Джон. «А студентов больше нет, значит, пришел конец и моему», — воскликнул Саммерли. «А у меня есть мой муж и мой дом, поэтому я могу благодарить небеса, что моему предназначению конца нет», — сказала леди. «И моему тоже нет», — заметил Челленджер, «ибо наука не мертва, и эта катастрофа сама по себе предложит нам множество весьма необходимых проблем для исследования». Он распахнул окна, и мы смотрели на безмолвный и неподвижный пейзаж. «Позвольте мне подумать», — продолжал он. Вчера, около 3 часов дня, или немного позже, мир окончательно погрузился в отравленный пояс, дойдя до степени полного затопления. Сейчас 9 часов. Вопрос в том, в какое время мы вышли из него. «На рассвете воздух был очень плохим», — сказал я. «Позже», — сказала миссис Челленджер. Даже в 8 часов я отчетливо чувствовала то же удушье в горле, что было в самом начале. Значит, будем считать, что это прошло сразу после 8 часов. В течение 17 часов мир был пропитан ядовитым эфиром. В течение этого времени великий садовник стерилизовал человеческую плесень, которая выросла на поверхности его плода. Возможно ли, что работа сделана не до конца, что кто-то еще мог выжить, кроме нас? «Вот именно об этом я и думал», — сказал лорд Джон. «Почему мы должны быть единственными песчинками на берегу? Абсурдно предполагать, что кто-то, кроме нас, мог выжить», — убежденно сказал Саммерли.
Учтите, что яд был настолько губителен, что даже такой сильный, как бык, человек, у которого нет нервов, вроде Мэлоуна, едва мог подняться по лестнице, прежде чем пал без чувств. Разве вероятно, что кто-то мог выдержать 17 минут этого, не говоря уже о часах? Если только кто-то не предвидел этого и не подготовился, так же, как мой старый друг Челленджер. «Это, я думаю, вряд ли вероятно», — сказал Челленджер, выпячивая бороду и опуская веки. Сочетание наблюдения, вывода и правительского воображения, которое позволило мне предвидеть опасность, это то, чего едва ли можно ожидать дважды в одном поколении. Значит, ваш вывод в том, что все остальные, безусловно, мертвы? В этом можно почти не сомневаться. Однако нам следует помнить, что яд действовал снизу вверх и, возможно, был менее губительным в верхних слоях атмосферы. В самом деле, странно, что это так, но это одна из тех особенностей, которые в будущем предоставят нам увлекательное поле для исследований. Таким образом, можно предположить, что если бы кто-то решил искать выживших, он обратил бы свои взоры с наибольшей надеждой на успех к какой-нибудь тибетской деревне или высокогорной альпийской ферме, находящейся на много тысяч футов выше уровня моря. Что ж, учитывая, что нет ни железных дорог, ни пароходов, вы с таким же успехом могли бы говорить о выживших на Луне, сказал лорд Джон. Но я спрашиваю себя, это действительно конец, или мы только на полпути? Саммерли вытянул шею, чтобы оглядеть горизонт. «Вроде бы ясно и чисто», — сказал он очень неуверенным голосом, но точно так же было и вчера. «Я отнюдь не уверен, что все кончено». Челленджер пожал плечами. «Мы должны снова вернуться к нашему фатализму», — сказал он. «Если мир уже переживал нечто подобное, а это не исключено, то, безусловно, это было очень давно. Следовательно, мы можем обоснованно надеяться, что до следующего раза пройдет очень много времени». «Все это прекрасно», — сказал лорд Джон, «но если случается землетрясение, то очень велика вероятность того, что вслед за ним произойдет второе. Думаю, было бы разумно размять ноги и подышать воздухом, пока есть такая возможность. Поскольку наш запас кислорода исчерпан, нам все равно, где нас застигнет смерть, снаружи или внутри». Удивительно, какой абсолютный паралич воли охватил нас как реакция на колоссальные эмоциональные потрясения последних 24 часов. Это было состояние одновременно умственной и физической подавленности, глубокое ощущение того, что ничто не имеет значения, а все вокруг — лишь усталость и бессмысленное напряжение. Даже Челленджер поддался этому и сидел в своем кресле, обхватив руками свою большую голову, погруженный в глубокие раздумья, пока лорд Джон и я, взяв его под руки, буквально не подняли его на ноги, получив в ответ лишь гневный взгляд и рычание, словно от разъяренного мастифа. Однако, как только мы покинули наше тесное убежище и вышли в более обширную атмосферу повседневной жизни, наша обычная энергия постепенно вернулась к нам. Но что нам предстояло делать на этом кладбище мира? Разве приходилось когда-либо людям сталкиваться с таким вопросом с начала времен? Верно, что наши собственные физические потребности и даже наши предметы роскоши были обеспечены на будущее. Все запасы продовольствия, все сорты вин, все сокровища искусства были в нашем распоряжении. Но что нам было делать? Некоторые простые задачи привлекли нас сразу, так как они были прямо у нас перед глазами. Мы спустились на кухню и уложили двоих слуг на их кровати. Казалось, они умерли без страданий, один в кресле у камина, другой на полу в кладовой. Затем мы принесли бедного Остина со двора. Его мышцы были твердыми, как доска, вследствие ярко выраженного трупного окоченения, а сокращение волокон исказило его рот в жесткой сардонической усмешке. Этот симптом был характерен для всех, кто умер от яда. Куда бы мы ни пошли, мы сталкивались с этими усмехающимися лицами, которые словно насмехались над нашим ужасным положением, безмолвно и сурово улыбаясь обреченным выжившим представителям своего рода.
«Послушайте», — сказал лорд Джон, беспокойно расхаживавший по столовой, пока мы ели, «я не знаю, что вы, ребята, думаете об этом, но лично я просто не могу сидеть здесь и ничего не делать». «Возможно», — ответил Челленджер, — «вы будете столь любезны, что предложите, чем, по вашему мнению, нам следует заняться. Двинуться в путь и посмотреть, что произошло». Это именно то, что я сам хотел предложить. Но не здесь, в этой маленькой деревушке. Из окна мы и так видим все, чему нас может научить это место. Куда же нам отправиться? В Лондон. «Все это прекрасно», — проворчал Саммерли. «Вы, может быть, и осилите 40-пешеходную прогулку, но я не уверен насчет Челленджера с его короткими ногами и уж совершенно уверен насчет самого себя». Челленджер был крайне раздражен. «Если бы вы могли, сэр, ограничить свои замечания своими собственными физическими особенностями, вы обнаружили бы, что имеете огромное поле для комментариев», — воскликнул он. «У меня не было намерения оскорбить вас, мой дорогой Челленджер», — вскричал наш бестактный друг. «Вас нельзя винить за ваше собственное телосложение. Если природа наградила вас коротким, тяжелым телом, вы никак не можете помочь тому, что у вас короткие ноги». Челленджер был слишком разъярен, чтобы ответить. Он мог только рычать, моргать и топорщиться. Лорд Джон поспешил вмешаться, прежде чем спор стал еще более бурным. «Вы говорите о прогулке пешком. Почему мы должны идти пешком?» — сказал он. «Вы предлагаете поехать на поезде?» — спросил Челленджер, все еще кипя от возмущения. «А что не так с автомобилем? Почему бы нам не отправиться на нем?» «Я не эксперт», — сказал Челленджер, задумчиво дергая себя за бороду. «В то же время вы правы, полагая, что человеческий интеллект в своих высших проявлениях должен быть достаточно гибким, чтобы переключиться на что угодно. Ваша идея отличная, лорд Джон. Я сам отвезу вас всех в Лондон». «Вы ничего подобного не сделаете», — решительно сказал Саммерли. «Нет, право же, Джордж», — воскликнула его жена. «Ты пытался лишь однажды, и ты же помнишь, как протаранил ворота гаража». «То была лишь минутная потеря концентрации», — самодовольно произнес Челленджер. «Считайте вопрос решенным. Я, безусловно, повезу вас всех в Лондон». Ситуацию разрядил лорд Джон. «Что это за машина?» — спросил он. «20-сильный Хамбер». «Да я на такой годами ездил», — сказал он. «Клянусь Георгием», — добавил он. «Никогда не думал, что доживу до того, чтобы везти в одной машине все человечество. Насколько я помню, здесь как раз 5 мест. Одевайтесь, и я буду ждать у двери к 10 часам». И действительно, в назначенное время машина с урчанием и треском выехала со двора под управлением лорда Джона. Я занял место рядом с ним, в то время как леди, ставшая полезным маленьким буфером, была втиснута между двумя разгневанными мужчинами на заднем сиденье. Затем лорд Джон отпустил тормоза, быстро переключил рычаг с первой скорости на третью, и мы помчались в самую странную поездку, которую когда-либо совершали люди с момента появления человека на Земле. Представьте себе красоту природы в тот августовский день, свежесть утреннего воздуха, золотое сияние летнего солнца, безоблачное небо, пышную зелень сусекских лесов и темно-пурпурный цвет холмов, покрытых вереском. Глядя на многоцветную красоту пейзажа, вы бы забыли обо всякой мысли о грандиозной катастрофе, если бы не один зловещий признак — торжественная, всеохватывающая тишина. Существует легкий гул жизни, который пронизывает густонаселенную страну, такой глубокий и постоянный, что человек перестает его замечать, подобно тому, как житель морского побережья теряет ощущение постоянного рокота волн. Щебет птиц, жужжание насекомых, отдаленное эхо голосов,
мычание скота, далекий лай собак, рев поездов и грохот повозок — все это сливается в одну низкую, непрерывную ноту, невольно воздействующую на слух. Теперь же мы этого не слышали. Эта мертвенная тишина была пугающей. Она была настолько торжественной и внушительной, что жужжание и треск нашего автомобиля казались неуместным вторжением, непристойным пренебрежением к этой священной безмятежности, которая лежала подобно погребальному савану поверх останков человечества и вокруг них. Именно этот мрачный покой и высокие столбы дыма, поднимавшиеся то тут, то там над сельской местностью от тлеющих зданий, вселяли холод в наше сердце, когда мы оглядывали великолепную панораму Уилда. А потом были мертвецы. Поначалу бесконечные группы изможденных и улыбающихся лиц вызывали у нас содрогание и ужас. Впечатление было настолько ярким и болезненным, что я могу вновь и вновь переживать тот медленный спуск со Стейшн-Хилл, проезд мимо няни с 2 младенцами, вид старой лошади, стоящей на коленях в оглоблях, извозчика, скрючившегося на своем сиденье, и молодого человека внутри, чья рука лежала на открытой дверце в тот самый момент, когда он пытался выпрыгнуть. Чуть дальше лежали 6 жнецов в повалку, их конечности переплелись, а мертвые, неподвижные глаза смотрели вверх, в пылающее небо. Эти картины я вижу, как на фотографии. Но вскоре, благодаря милосердному устроению природы, перевозбужденные нервы перестали реагировать. Сама масштабность ужаса лишила его личного восприятия. Индивидуальности сливались в группы, в толпы, в некое всеобщее явление, которое вскоре стало восприниматься как неизбежная деталь каждой сцены. Лишь кое-где, когда какой-нибудь особенно жестокий или гротескный случай привлекал внимание, сознание с внезапным шоком возвращалось к личному и человеческому смыслу всего происходящего. Больше всего нас поразила судьба детей. Помню, это наполнило нас острейшим чувством невыносимой несправедливости. Мы были готовы разрыдаться, миссис Челленджер действительно плакала, когда проезжали мимо большой муниципальной школы и видели длинную череду крошечных фигур, разбросанных по дороге, ведущей от нее. Их распустили напуганные учителя, и они спешили домой, когда яд настиг их в своей сети. Огромное количество людей находилось у открытых окон домов. В Танбридж-Уэлсе едва ли не в каждом окне виднелось застывшее, улыбающееся лицо. В последнюю минуту потребность в воздухе, та самая жажда кислорода, которую нам одним удалось удовлетворить, заставила их броситься к окнам. Тротуары также были усеяны мужчинами и женщинами, без шляп и чепцов, которые выбежали из домов. Многие из них упали прямо на проезжей части. Нам повезло, что лорд Джон оказался опытным водителем, ибо путь был совсем нелегким. Проезжая через деревни или города, мы могли двигаться только шагом, и однажды, я помню, напротив школы в Танбридже, нам пришлось остановиться на некоторое время, чтобы растащить тело, преграждавшие нам путь. Несколько небольших, отчетливых картин запечатлелись в моей памяти из той длинной панорамы смерти на больших дорогах Сассекса и Кента. Одна из них — это огромный блестящий автомобиль, стоявший у гостиницы в деревне Саутбора. В нем, как я полагаю, находилась какая-то увеселительная компания, возвращавшаяся из Брайтона или Истборна. Там были 3 нарядно одетые женщины, все молодые и красивые, у одной из них на коленях лежал пекинёс. С ними были щеголеватого вида пожилой мужчина и молодой аристократ, чей монокль все еще был в глазу, а сигарета, сгоревшая до самого окурка, зажата между пальцами руки в перчатке. Смерть, должно быть, настигла их в одно мгновение и зафиксировала в той позе, в которой они сидели. Если не считать того, что пожилой мужчина в последний момент сорвал с себя воротник в попытке вздохнуть, они могли бы показаться спящими. С одной стороны от машины, у подножки, сжавшись, сидел официант рядом с подносом, на котором лежали разбитые стаканы. С другой стороны, 2 оборванных бродяг, мужчина и женщина, лежали там, где упали. Рука мужчины с длинными тонкими пальцами все еще была протянута, словно он просил милостыню при жизни.
Одно мгновение уравняло аристократа, официанта, бродягу и собаку, превратив их в общую массу инертной, разлагающейся протоплазмы. Я помню другую необычную картину, в нескольких милях от Севенаукса, ближе к Лондону. Слева там находится большой монастырь с длинным зеленым склоном перед ним. На этом склоне собралось множество школьников, все они стояли на коленях в молитве. Перед ними выстроились монахини, а выше по склону, лицом к ним, стояла одинокая фигура, которую мы приняли за настоятельницу. В отличие от любителей развлечений в автомобиле, эти люди, казалось, были предупреждены об опасности и красиво умерли вместе, учителя и ученики, собравшиеся для своего последнего общего урока. Мой разум до сих пор потрясен этим чудовищным опытом, и я тщетно пытаюсь подобрать слова, чтобы передать те эмоции, которые мы испытали. Возможно, лучше и мудрее не пытаться, а просто констатировать факты. Даже Саммерли и Челленджер были раздавлены, и мы не слышали ничего от наших спутников позади, кроме редких всхлипываний леди. Что касается лорда Джона, он был слишком сосредоточен на руле и сложной задаче прокладывания пути по таким дорогам, чтобы иметь время или желание для разговора. Одну фразу он повторял с такой утомительной регулярностью, что она врезалась мне в память и в конце концов почти заставила меня рассмеяться как комментарий к Дню Страшного Суда. «Красивые дела. Что тут скажешь?» Это было его восклицание, когда перед нами представало очередное грандиозное сочетание смерти и катастрофы. «Красивые дела. Что тут скажешь?» Кричал он, когда мы спускались с холма Стейшн-Хилл в Роттерфилды, и все те же слова звучали, когда мы пробирались через пустыню смерти на Хай-стрит в Льюишеме и по Олд-Кент-роуд. Именно здесь мы испытали внезапное и удивительное потрясение. Из окна скромного углового дома показался развивающийся носовой платок на конце длинной, тонкой человеческой руки. Никогда прежде вид неожиданной смерти не заставлял наше сердце останавливаться и затем биться так бешено, как это удивительное проявление жизни. Лорд Джон припарковал автомобиль у тротуара, и через мгновение мы уже ворвались через открытую дверь дома и поднялись по лестнице в переднюю комнату на втором этаже, откуда исходил сигнал. Очень пожилая леди сидела в кресле у открытого окна, а рядом с ней, на втором стуле, лежал кислородный баллон меньшего размера, но такой же формы, как те, что спасли наши жизни. Она повернула к нам свое худое, изможденное лицо в очках, когда мы столпились в дверях. «Я боялась, что меня бросили здесь навсегда», — сказала она, «ибо я инвалид и не могу пошевелиться». «Что ж, сударыня», — ответил Челленджер, — «это счастливая случайность, что мы проезжали мимо». «У меня есть один важный вопрос», — сказала она. «Джентльмены, я умоляю вас быть со мной откровенными. Какое влияние эти события окажут на акции Лондонской и Северо-Западной железной дороги?» Мы бы рассмеялись, если бы не трагическая жадность, с которой она ждала нашего ответа. Миссис Бёрстон, так ее звали, была пожилой вдовой, чей единственный доход зависел от небольшого пакета этих акций. Ее жизнь была регламентирована ростом или падением дивидендов, и она не могла представить себе существование иначе, как в связи с котировками ее акций. Тщетно мы указывали ей, что все деньги мира теперь принадлежат ей и ими можно пользоваться, но они бесполезны. Ее старый разум не хотел приспосабливаться к новой идее, и она громко плакала о своих исчезнувших акциях. «Это было все, что у меня было», — причитала она. «Если их нет, то и мне лучше уйти». Среди ее стенаний мы выяснили, как это хрупкое старое растение выжило там, где погиб весь великий лес. Она была тяжелобольной, страдала астмой. Кислород был прописан ей для лечения, и баллон находился в ее комнате в момент кризиса. Естественно, она вдохнула немного, как делала всегда, когда у нее возникали трудности с дыханием. Это принесло ей облегчение, и, дозируя запасы, она сумела пережить ночь. В конце концов она уснула и была разбужена шумом нашего автомобиля.
Поскольку забрать ее с собой было невозможно, мы убедились, что у нее есть все необходимое для жизни, и пообещали связаться с ней самое позднее через пару дней. Так мы и оставили ее, все еще горько плачущую о своих исчезнувших акциях. По мере нашего приближения к Темзе пробки на улицах становились плотнее, а препятствия все более обескураживающими. С трудом мы пробрались через Лондонский мост. Подступы к нему со стороны Мидлсекса были на всем протяжении забиты замершим транспортом, что делало дальнейшее продвижение в этом направлении невозможным. У одной из пристаней рядом с мостом ярко пылало судно, и воздух был полон летящей сажи и тяжелого едкого запаха гари. Где-то около здания парламента висело облако густого дыма, но с того места, где мы находились, было невозможно увидеть, что именно горит. «Не знаю, как вам», — заметил лорд Джон, останавливая мотор, «но мне кажется, что в сельской местности веселее, чем в городе. Мертвый Лондон действует мне на нервы. Я за то, чтобы оглядеться и вернуться в Роттерфилд». «Признаюсь, я не вижу, на что мы можем здесь надеяться», — сказал профессор Саммерли. И в то же время произнес Челленджер, чей мощный голос странно гулко разносился в тишине. Трудно представить, что из 7 миллионов человек лишь одна эта старушка, благодаря какой-то особенности организма или случайности в работе, сумела пережить эту катастрофу. Если есть другие, как мы можем надеяться найти их, Джордж? Спросила его жена. И все же я согласна с тобой, мы не можем вернуться, пока не попытаемся. Выйдя из машины и оставив ее у тротуара, мы с трудом прошли по переполненному тротуару Кинг-Уильям-стрит и вошли в открытую дверь большой страховой конторы. Это был угловой дом, и мы выбрали его потому, что он открывал обзор во всех направлениях. Поднявшись по лестнице, мы прошли через помещение, которое, как я полагаю, было залом заседаний, ибо 8 пожилых мужчин сидели вокруг длинного стола в центре. Высокое окно было открыто, и мы все вышли на балкон. Оттуда мы могли видеть переполненные улицы Сити, расходящиеся во все стороны, в то время как под нами дорога была черна от края до края из-за крыш неподвижных такси. Все, или почти все, были направлены прочь из города, показывая, как испуганные жители Сити в самый последний момент предприняли тщетную попытку воссоединиться со своими семьями в пригородах или в сельской местности. Кое-где среди более скромных извозчичьих экипажей возвышался огромный, украшенный латунью автомобиль какого-нибудь богатого магната, безнадежно зажатый в проклятом потоке остановленного движения. Прямо под нами стоял один такой, внушительных размеров и роскошного вида, а его владелец, толстый старик, наполовину высунулся из окна, и его пухлая рука, сверкающая бриллиантами, была протянута вперед, пока он призывал своего шофера сделать последнюю попытку прорваться сквозь затор. Дюжина моторных автобусов возвышалась подобно островам в этом потоке, а пассажиры, заполонившие их крыши, лежали все вповалку, друг у друга на коленях, словно детские игрушки в комнате. На широком постаменте фонаря посреди дороги стоял дородный полицейский, опершись спиной о столб в такой естественной позе, что трудно было осознать, что он не жив, а у его ног лежал оборванный газетчик с пачкой газет на земле рядом с ним. Повозку с газетами заблокировало в толпе, и мы могли прочитать крупными буквами, черными по желтому, «Сцена в Лордсе». Окружной матч прерван. Это должно было быть самое раннее издание, ибо были и другие плакаты с надписями «Это конец». Предупреждение великого ученого. И еще один, прав ли Челленджер. Зловещие слухи. Челленджер указал на последний плакат своей жене, когда он, словно знамя, возвышался над толпой. Я видел, как он выпятил грудь и погладил бороду, глядя на него. Этому сложному уму было приятно и лестно думать, что Лондон умер, когда его имя и слова все еще были в их мыслях. Его чувства были настолько очевидны, что вызвали язвительный комментарий коллеги. В центре внимания до самого конца Челленджер, заметил он. Похоже на то, самодовольно ответил тот. Что ж, добавил он, глядя вниз на длинную перспективу расходящихся улиц,
все тихие и все забитые смертью, я действительно не вижу смысла оставаться в Лондоне дольше. Предлагаю немедленно вернуться в Роттерфилд, а затем посовещаться о том, как нам с наибольшей пользой провести годы, которые лежат перед нами. Лишь одну картину я добавлю к тем сценам, которые мы унесли в своей памяти из мертвого города. Это взгляд, который мы бросили внутрь старой церкви Святой Марии, находящейся как раз в том месте, где нас ждал автомобиль. Пробираясь среди простертых фигур на ступенях, мы толкнули вращающуюся дверь и вошли. Это было удивительное зрелище. Церковь была битком набита от начала до конца коленопреклоненными фигурами во всех позах мольбы и смирения. В самый последний страшный момент, внезапно столкнувшись лицом к лицу с реальностью жизни, той ужасающей реальностью, которая висит над нами даже тогда, когда мы следуем за тенями, напуганные люди бросились в эти старые церкви Сити, которые на протяжении поколений едва ли когда-либо собирали прихожан. Там они сгрудились так тесно, как только могли, многие из них в своем смятении все еще были в шляпах, а над ними на кафедре стоял молодой человек в мирской одежде, который, по-видимому, обращался к ним, когда он и они были сражены одной и той же участью. Он лежал теперь, как кукла в балагане, с головой и двумя безвольными руками, свисающими через край кафедры. Это был настоящий кошмар: серая, пыльная церковь, ряды измученных фигур, полумрак и тишина. Мы передвигались, перешептываясь и ступая на цыпочках. И вдруг меня осенило. В одном углу церкви, возле двери, стояла древняя купель, а за ней — глубокая ниша, в которой висели веревки для звонарей. Почему бы нам не послать весть над Лондоном, которая привлекла бы к нам любого, кто, возможно, все еще жив? Я подбежал и, потянув за веревку, обитую тканью, был удивлен тем, как трудно раскачать колокол. Лорд Джон последовал за мной. «Клянусь Георгием, юноша», — сказал он, срывая с себя пиджак. «Вы подали чертовски хорошую идею. Дайте мне взяться, и мы скоро заставим его двигаться». Но даже тогда колокол был настолько тяжелым, что только когда Челленджер и Саммерли приложили свои силы к нашим, мы услышали грохот и звон над головами, который подсказал нам, что огромный язык колокола выбивает свою музыку. Далеко над мертвым Лондоном прозвучал наш призыв к товариществу и надежда для любого выжившего ближнего. Этот сильный, металлический зов подбодрил наше собственное сердце, и мы еще усерднее взялись за дело, подлетая на 2 фута над землей с каждым рывком веревки вверх, но все вместе налегая при движении вниз. Челленджер, будучи самым низким, сгибался, вкладывая всю свою мощь в эту задачу, и подпрыгивал вверх-вниз, словно чудовищная лягушка, кряхтя при каждом рывке. Именно в этот момент художник мог бы запечатлеть 4 искателей приключений, товарищей по многим странным опасностям в прошлом, которых судьба теперь выбрала для такого высшего опыта. Полчаса мы работали, пот катился с наших лиц, руки и спины ныли от напряжения. Затем мы вышли в портик церкви и с надеждой вгляделись вверх и вниз по тихим, переполненным улицам. Ни звука, ни движения в ответ на наш призыв. «Бесполезно. Никого не осталось», — воскликнул я. «Мы больше ничего не можем сделать», — сказала миссис Челленджер. «Ради всего святого, Джордж, давайте вернемся в Роттерфилд. Еще час в этом ужасном, молчаливом городе сведет меня с ума». Мы сели в машину, не сказав больше ни слова. Лорд Джон сдал назад и развернул ее на юг. Для нас эта глава казалась закрытой. Мало мы предвидели, какая странная новая глава нам откроется. Глава 6. Великое пробуждение. Теперь я подхожу к завершению этого необычайного происшествия, столь ошеломляющего по своей значимости не только в наших собственных маленьких, отдельных жизнях, но и в общей истории человеческого рода.
Как я сказал в начале своего повествования, когда эта история будет написана, данное событие, несомненно, будет выделяться среди всех остальных, подобно скале, возвышающейся над своими предгорьями. Нашему поколению выпала совершенно особая судьба, поскольку оно было выбрано для того, чтобы пережить столь удивительную вещь. Как долго продлится этот эффект, как долго человечество сможет сохранять смирение и благоговение, которым научил его этот великий шок, покажет только будущее. Думаю, можно с уверенностью сказать, что прежним все уже никогда не будет. Никогда не осознаешь, насколько ты бессилен и невежествен, и как тебя поддерживает невидимая рука до тех пор, пока на мгновение эта рука не покажется сжатой и готовой раздавить тебя. Смерть была близка, она нависала над нами. Мы знаем, что в любой момент она может вернуться. Это мрачное присутствие омрачает наши жизни, но кто сможет отрицать, что в этой тени чувство долга, ощущение трезвости и ответственности, понимание серьезности и цели жизни, искреннее желание развиваться и совершенствоваться выросли и стали для нас реальными до такой степени, что это сделало благородным все наше общество от начала и до конца? Это нечто большее, чем секты, и большее, чем догмы. Это, скорее, изменение перспективы, смещение нашего чувства пропорции, яркое осознание того, что мы — ничтожные и быстротечные существа, существующие лишь по снисхождению и во власти первого же холодного ветра из неизвестности. Но если мир стал серьезнее с этим знанием, я не думаю, что он стал от этого печальнее. Мы, безусловно, согласны с тем, что более трезвые и сдержанные удовольствия настоящего глубже, а также мудрее, чем шумная, глупая суета, которая так часто выдавалась за наслаждение в дни былые, дни столь недавние и все же уже столь немыслимые. Те пустые жизни, что растрачивались в бесцельных визитах, в тревогах о больших и ненужных домохозяйствах, в организации и поедании сложных и утомительных обедов, теперь обрели покой и здоровье в чтении, музыке, спокойном семейном общении, которое приходит благодаря более простому и здравому распределению времени. Обладая лучшим здоровьем и большими удовольствиями, люди стали богаче, чем прежде, даже после того, как они выплатили те увеличенные взносы в общий фонд, которые так повысили уровень жизни на этих островах. Существуют разногласия относительно точного часа Великого Пробуждения. В целом принято считать, что, помимо разницы в показаниях часов, могли быть местные причины, которые повлияли на действие яда. Конечно, в каждом отдельном районе воскрешение происходило практически одновременно. Существует множество свидетелей того, что часы Биг Бен показывали 10 минут седьмого в тот момент. Королевский астроном установил гринвичское время на 12 минут седьмого. С другой стороны, Лэрд Джонсон, очень способный наблюдатель из Восточной Англии, зафиксировал 6 часов 20 минут. На Гибридских островах было уже 7 часов. В нашем собственном случае не может быть никаких сомнений, ибо я сидел в кабинете Челленджера с тщательно проверенным хронометром передо мной в тот самый момент. Время было 6:45. Огромная тяжесть давила на мою душу. Совокупный эффект всех тех ужасных зрелищ, которые мы видели во время нашего путешествия, тяжким бременем лежал на мне. При моем крепком природном здоровье и огромной физической энергии любая душевная подавленность была редким явлением. У меня была ирландская способность видеть проблеск юмора в любой темноте. Но теперь эта тьма была ужасающей и ничем не разбавлялась. Остальные были внизу и строили планы на будущее. Я сидел у открытого окна, подперев подбородок рукой, и мой разум был поглощен страданием от нашей ситуации. Сможем ли мы продолжать жить? Это был вопрос, который я начал задавать себе. Возможно ли существовать в мертвом мире? Точно так же, как в физике большее тело притягивает к себе меньшее, не будем ли мы чувствовать непреодолимое притяжение со стороны той огромной массы человечества, которая перешла в неизвестность? Как придет конец? Будет ли это от возвращения яда?
Или Земля станет непригодной для жизни из-за зловонных продуктов всеобщего разложения? Или, наконец, может ли наша ужасная ситуация сказаться на нашем разуме и лишить нас рассудка? Группа безумцев в мертвом мире. Мой разум размышлял над этой последней ужасной мыслью, когда какой-то легкий шум заставил меня посмотреть вниз на дорогу подо мной. Старая кляча из извозчичьего экипажа поднималась в гору. В то же самое мгновение я осознал щебетание птиц, чей-то кашель во дворе внизу и общий фон движения в пейзаже. И все же я помню, что именно этот нелепый, изможденный, вышедший в тираж экипажный конь приковал мой взгляд. Медленно и с хрипом он поднимался по склону. Затем мой взгляд переместился на кучера, сидевшего сгорбившись на козлах, и, наконец, на молодого человека, который с волнением высовывался из окна и выкрикивал указания. Они все были, несомненно, агрессивно живы. Все снова были живы. Неужели все это было лишь заблуждением? Можно ли представить, что весь этот инцидент с ядовитым поясом был тщательно продуманным сном? На мгновение мой потрясенный мозг был действительно готов в это поверить. Затем я посмотрел вниз. На руке вздувался волдырь там, где кожу натерла веревка от колокола в Сити. Значит, все это было на самом деле. И все же мир возродился, жизнь мгновенно вернулась на планету в полный прилив. Теперь, когда мой взгляд блуждал по огромному ландшафту, я видел это во всех направлениях, причем все двигалось, к моему изумлению, в том же самом ритме, на котором остановилось. Вот игроки в гольф. Неужели они продолжили свою игру? Да, вон парень делает удар с площадки, а та группа на лужайке наверняка разыгрывает мяч для попадания в лунку. Жнецы медленно направлялись обратно к своей работе. Няня шлепнула одного из своих подопечных, а затем начала толкать детскую коляску вверх по холму. Каждый беззаботно взялся за дело именно с того места, где его бросил. Я бросился вниз по лестнице, но входная дверь была открыта, и во дворе я услышал голосы моих спутников, громкие от изумления и поздравлений. Как же мы все пожимали друг другу руки и смеялись, когда собрались вместе, и как миссис Челленджер целовала нас всех в порыве чувств, прежде чем, наконец, бросилась в медвежье объятия своего мужа. Но они же не могли спать. Воскликнул лорд Джон. «Черт возьми, Челленджер, ты не хочешь, чтобы я поверил, что те люди спали с широко открытыми глазами, оцепенелыми конечностями и ужасной гримасой смерти на лицах? Это могло быть лишь состоянием, которое называют каталепсией», — сказал Челленджер. В прошлом это было редким явлением, которое постоянно принимали за смерть. Пока оно длится, температура падает, дыхание исчезает, сердцебиение невозможно обнаружить. Фактически это смерть, за исключением того, что она быстротечна. Даже самый всеобъемлющий разум, здесь он закрыл глаза и жеманно улыбнулся, вряд ли мог вообразить себе подобную всемирную вспышку этого состояния. «Ты можешь называть это каталепсией», — заметил Саммерли, «но, в конце концов, это лишь название, и мы знаем о результате так же мало, как и о яде, который его вызвал. Самое большее, что мы можем сказать, отравленный эфир вызвал временную смерть». Остин сидел, сутулившись, на ступеньке автомобиля. Именно его кашель я слышал сверху. Он молча держался за голову, но теперь бормотал что-то себе под нос и осматривал машину. «Юный олух», — ворчал он, — «не может оставить вещи в покое». «В чем дело, Остин?» «Масленки остались открытыми, сэр». Кто-то возился с машиной. «Думаю, это тот молодой садовник, сэр». Лорд Джон выглядел виноватым. «Не знаю, что со мной приключилось», — продолжал Остин, пошатываясь, поднимаясь на ноги. «Кажется, мне стало дурно, когда я мыл ее из шланга. Припоминаю, как повалился у подножки. Но, клянусь, я никогда не оставлял краны масленок открытыми.
В кратком изложении изумленному Остину рассказали о том, что случилось с ним и с миром. Тайна капающих масленок была также разъяснена. Он слушал с видом глубокого недоверия, когда ему рассказали, как дилетант управлял его машиной, и с поглощенным интересом те несколько предложений, в которых был записан наш опыт пребывания в спящем Сити. Я помню его комментарий, когда рассказ был завершен. «Вы были возле английского банка, сэр?» «Да, Остин». «И там были все эти миллионы, а все вокруг спали?» «Именно так. А меня там не было». Простонал он и уныло вернулся к мытью своей машины. Раздался внезапный скрежет колес по гравию. Старый Кеп подъехал прямо к дверям Челленджера. Я увидел, как молодой пассажир вышел из него. Мгновение спустя появилась горничная, выглядевшая такой взъерошенной и озадаченной, словно ее только что разбудили из самого глубокого сна с визитной карточкой на подносе. Челленджер свирепо фыркнул, взглянув на нее, и его густые черные волосы, казалось, встали дыбом от гнева. «Репортер», — прорычал он. Затем с примирительной улыбкой добавил, в конце концов, естественно, что весь мир хочет узнать, что я думаю о таком эпизоде. «Вряд ли это его цель», — сказал Саммерли, ведь он был в дороге в своем кэбе еще до того, как настал кризис. Я посмотрел на карточку. Джеймс Бакстер, лондонский корреспондент газеты «Нью-Йорк Монитор». «А, Джордж, вы должны быть добрее и внимательнее к другим. Неужели вы ничему не научились после того, что мы пережили?» Он раздраженно хмыкнул и покачал своей большой упрямой головой. «Ядовитая порода. Правда, Мэлоун. Худший сорняк в современной цивилизации, готовый инструмент шарлатана и помеха для уважающего себя человека. Когда они хоть раз сказали обо мне доброе слово? А когда вы хоть раз сказали доброе слово им?» Ответил я. «Полно вам, сэр, это же чужой человек, который проделал путь, чтобы увидеть вас. Я уверен, что вы не будете с ним грубы». «Ну, хорошо», — проворчал он, — «пойдемте со мной, и вы будете говорить». Я заранее протестую против любого такого возмутительного вторжения в мою частную жизнь. Бормоча и ворча, он покатился следом за мной, словно сердитый и довольно скверно воспитанный мастиф. Щеголеватый молодой американец достал свой блокнот и мгновенно перешел к делу. «Я приехал, сэр», — сказал он, «потому что наши люди в Америке очень хотели бы услышать больше об этой опасности, которая, по вашему мнению, угрожает миру». «Мне неизвестно ни об одной опасности, которая сейчас угрожает миру», — грубо ответил Челленджер. Репортер посмотрел на него с легким удивлением. «Я имел в виду, сэр, вероятность того, что мир может попасть в пояс ядовитого эфира. В настоящее время я не предвижу никакой подобной опасности», — сказал Челленджер. Репортер выглядел еще более озадаченным. «Вы ведь профессор Челленджер, не так ли?» — спросил он. «Да, сэр, это мое имя». «Тогда я не могу понять, как вы можете говорить, что такой опасности нет. Я ссылаюсь на ваше собственное письмо, опубликованное под вашим именем в сегодняшнем утреннем выпуске газеты «Таймс». Теперь пришла очередь Челленджера выглядеть удивленным. «Сегодня утром», — сказал он. «Никакой газеты «Таймс» сегодня утром не выходила». «В полноте, сэр», — мягко возразил американец, — «вы должны признать, что «Таймс» — это ежедневная газета». Он вытащил экземпляр из внутреннего кармана. «Вот письмо, на которое я ссылаюсь». Челленджер усмехнулся и потер руки. «Я начинаю понимать», — сказал он. «Итак, вы прочитали это письмо сегодня утром?» «Да, сэр». «И сразу же приехали взять у меня интервью?» «Да, сэр».
Вы заметили что-нибудь необычное во время поездки сюда? Ну, честно говоря, ваши люди казались более оживленными и вообще более человечными, чем я когда-либо их видел. Багажник поезда начал рассказывать мне забавную историю, а это новый опыт для меня в этой стране. И больше ничего? Ну, нет, сэр, не припомню. Хорошо, а в котором часу вы выехали с вокзала, Виктория? Американец улыбнулся. Я приехал сюда, чтобы взять интервью у вас, профессор, но, кажется, получается наоборот. Вы делаете большую часть работы. Это меня интересует. Вы помните время? Конечно. Было 1:30. И вы приехали? В 2:45. И наняли кэб? Именно так. Как вы полагаете, какое расстояние до станции? Ну, я бы прикинул, что около 2 миль. И сколько времени, по-вашему, это заняло? Ну, полчаса, может быть, с той астматической клячей впереди. Значит, должно быть 3 часа? Да, или чуть больше. Взгляните на свои часы. Американец сделал это, а затем в изумлении уставился на нас. «Вот это да!» — воскликнул он. Они остановились. Эта лошадь точно побила все рекорды. Солнце стоит довольно низко, теперь, когда я посмотрел на него. Что-то здесь я не понимаю. У вас нет никаких воспоминаний о чем-то примечательном, пока вы ехали в гору? Ну, кажется, припоминаю, что мне очень хотелось спать. Всплывает в памяти, что я хотел сказать что-то кучеру, но не мог заставить его прислушаться ко мне. Полагаю, это была жара, но на мгновение я почувствовал слабость. Вот и все. Так же было и со всем человеческим родом, сказал мне Челленджер. Все они на мгновение почувствовали слабость. Никто из них до сих пор не понимает, что произошло. Каждый продолжит свое прерванное дело, как Остин схватился за свой шланг или игрок в гольф продолжил свою игру. Ваш редактор Мэлоун продолжит выпуск своих газет и будет крайне удивлен, обнаружив, что один выпуск пропущен. «Да, мой юный друг», — добавил он, обращаясь к американскому репортеру с внезапным приступом веселого добродушия, «вас может заинтересовать тот факт, что мир благополучно проплыл сквозь ядовитое течение, которое завихряется, подобно Гольфстриму, в океане эфира. Вы также любезно отметьте для своего будущего удобства, что сегодня не пятница, 27 августа, а суббота, 28 августа, и что вы просидели без чувств в своем кэбе 28 часов на холме Роттерфилд. И, прямо здесь, как сказал бы мой американский коллега, я могу завершить это повествование. Как вы, вероятно, понимаете, это лишь более полная и подробная версия отчета, который появился в понедельничном выпуске газеты Daily Gazette, отчета, который все признали величайшей журналистской сенсацией всех времен, разошедшейся тиражом не менее 3,5 миллионов экземпляров. В рамке на стене моего кабинета я храню те великолепные заголовки. 28 часов мировой комы, беспрецедентный опыт, Челленджер оправдан, наш корреспондент спасается, захватывающее повествование, кислородная комната, странная поездка на автомобиле, мертвый Лондон, заполняя пропущенную страницу, большие пожары и человеческие жертвы, повторится ли это? Под этим славным свитком разместились 9,5 колонок повествования, в которых появилось первое, последнее и единственное описание истории планеты, насколько один наблюдатель мог запечатлеть ее в течение одного долгого дня ее существования. Челленджер и Саммерли изложили суть дела в совместном научном труде, но мне одному была поручена версия для широкой публики. Пожалуй, я могу пропеть «Ныне отпущаешь». Что еще остается журналисту после такого, кроме как завершить карьеру? Но позвольте мне не заканчивать на сенсационных заголовках и простом личном триумфе.
Лучше я процитирую звучные отрывки, которыми величайшая из ежедневных газет завершила свою замечательную передовицу по этому вопросу, статью, которую стоило бы сохранить для справок каждому вдумчивому человеку. Избитой истиной было то, писала газета «Таймс», что наш человеческий род — слабые существа перед лицом бесконечных скрытых сил, которые нас окружают. От пророков древности и до философов нашего времени до нас доходило одно и то же послание и предупреждение. Но, как и все часто повторяемые истины, со временем оно утратило часть своей актуальности и убедительности. Был необходим урок, реальный опыт, чтобы осознать его в полной мере. Мы только что вышли из этого целительного, но ужасного испытания с умами, все еще ошеломленными внезапностью удара, и с духом, смиренным осознанием наших собственных ограничений и бессилия. Мир заплатил страшную цену за свое обучение. Мы еще едва ли узнали весь перечень бедствий, но уничтожение пожарами Нью-Йорка, Орлеана и Брайтона само по себе составляет одну из величайших трагедий в истории нашей расы. Когда подсчет железнодорожных и морских катастроф будет завершен, это станет мрачным чтением, хотя есть доказательства того, что в подавляющем большинстве случаев машинисты поездов и механики пароходов успевали отключить двигатели, прежде чем поддаться действию яда. Но материальный ущерб, колоссальный как в плане человеческих жизней, так и имущества, не то, что сегодня занимает наши мысли больше всего. Все это со временем может забыться. Но что не забудется, и что будет и должно продолжать занимать наше воображение, это откровение о возможностях Вселенной, это разрушение нашего невежественного самодовольства, и это демонстрация того, как узка тропа нашего материального существования и какие бездны могут лежать по обе ее стороны. Торжественность и смирение — вот основа всех наших эмоций сегодня. Пусть они станут тем фундаментом, на котором более серьезный и благоговейный род человеческий воздвигнет более достойный храм. Это наш единство и шанс. Выжити.